Так, все, запись вроде как пошла. Сейчас, секунду. Угу. Все. Так, всем привет для тех, кто смотрит записи. У нас сегодня эфир с эндокринологом. Вот, и мы зададим ваши вопросы. Егор, попрошу тебя рассказать про себя, кто ты чем занимаешься, и в первую очередь рассказывать, как будто ты рассказываешь тем людям, которые пришли к тебе, а не как будто ты рассказываешь мне. Так, это Я Егор. понял. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Егор Ильин, Егор Валерьевич. Я сейчас по образованию врач-терапевт, и вот буквально через 2 месяца уже получу, так сказать, узкую специализацию врача-эндокринолога, но эндокринной практикой я уже, собственно, давно занимаюсь, то есть не первые годы какие-то. В основном практика моя частная состоит в том, что я занимаюсь людьми, которые хотят как-то изменить себя внешне. Вот. Как правило, это так. Я имею в виду частную практику. Понятно, что в стационаре, в государственной больнице я занимаюсь какими-то настоящими заболеваниями, серьезными патологиями. Вот. Но сегодня речь, я так понял, пойдет в первую очередь про внешний вид, менопаузальную гормональную терапию, наверное, опять. Вот. Часто это распространенная тема, уже не помню, какие вопросы там были. Ну, давайте разберем. Так, ну да, и на самом деле вот этот вопрос тоже было бы интересно. Так, ну давайте начнем с первого. Достаточно короткий вопрос. Чем опасен повышенный уровень пролактина и Угу. какие последствия это за собой влечет? Угу. Значит, смотрите, пролактин это гормон, ну, судя по названию, если с латыни перевести, да, то это гормон, который способствует лактации, да, способствует выделению молока молочными железами у женщин, либо молокоподобной такой жидкости из грудных желез у мужчин. У мужчин грудные железы, а не молочные. Вот. Дело в том, что пролактин, ну, в первую очередь оказывает этот эффект. Но, кроме того, он еще и, если говорить по-простому, он тормозит продукцию некоторых, многих половых гормонов. Вот. И пролактин является таким сдерживающим фактором полового развития у детей в том числе. Ну и, соответственно, когда женщина лактирует и производит молоко активно, да, соответственно, менструальный цикл у нее прерывается, да. Вот. Иногда даже возникают такие вещи, когда женщины носят какое-то обтягивающее белье, и оно начинает натирать соски, как-то стимулировать их. Организм как бы думает, да, что это похоже на акт сосания, и менструальный цикл прекращается. Вот. Это частое явление на самом деле, когда раздражается сосок, и на этом фоне прекращается менструальный цикл. Мы берем анализы, там высокий пролактин, потому что организм думает, что женщина кормит. Вот. Ну и, собственно, это первое, да, чем не то чтобы опасен пролактин, а просто это те эффекты, которые он вызывает. Вот и все. Ну и кроме того, пролактин сам по себе в высоких концентрациях влияет несколько на нервную систему, вы будете чувствовать себя несколько более, не то чтобы сонным, но это что-то между спокойствием и сном, какое-то такое состояние. Вот. Если как-то по-другому посмотреть на этот вопрос, именно, я думаю, что, возможно, вопрос неправильно задан. Что значит, чем опасен пролактин? Он ничем не опасен. Это просто гормон, который вырабатывается в нашем организме и имеет определенные функции свои. Вот. Чем опасен высокий пролактин? То есть из-за чего бывает высокий пролактин? Да? Вот это другой вопрос. Первое, да, о чем мы говорили, это стимуляция соска. Вот. Второе, это может быть прием каких-либо препаратов, психотропных препаратов, скажем так, да, это могут быть препараты, которыми лечат определенные заболевания, да, типа препаратов нейролептиков.
Вот. Этими препаратами не лечат депрессию, ими лечат всякие патологические мысли, суицидальные, да, ну нейролептики это такие вот. По классике это те препараты, от которых люди, знаете, как будто как бы в овощи превращаются, вот. И эти препараты, блокаторы дофаминовых рецепторов, они повышают пролактин, вот. Кроме того, это могут быть некоторые наркотические препараты, в частности, употребление марихуаны несколько на короткий промежуток времени повышает уровень пролактина. И многие психоделики, типа ЛСД или псилоцибина и похожие на них вещества, они тоже уровень пролактина поднимают. Вот, из-за чего может быть повышен пролактин. Ну и самое последнее, это какие-либо образования... Так, у меня фонит звук, я себя слышу, секунду. Значит, это могут быть какие-либо образования гипофиза. Вот. Дело в том, что пролактин – это гормон гипофиза. Он выделяется, собственно, и зависит от тонического влияния, от влияния дофамина. Много дофамина, пролактин не выделяется. Дофамина мало, выделяется пролактин. Вот, значит, и дело в том, что некоторые опухоли гипофиза, да, пролактиномы, либо другие опухоли гипофиза, которые могут оказывать действие на те клетки, которые в гипофизе находятся, они могут увеличивать уровень пролактина. Вот. Но если вы зачем-то сдали пролактин, очень часто пролактин сдается просто так женщинами ни для чего. И мы можем увидеть там некоторое повышение его уровня. Вот. Это не всегда, далеко не всегда говорит об опухоли, потому что бывают макропролактин, микропролактин. То есть в любом случае, если вы видите повышение уровня пролактина, не нужно паниковать никогда. Вот. В первую очередь нужно обратиться к эндокринологу, к знающему, и он должен выяснить, да, и понять причину повышения пролактина. Сам пролактин ничем не опасен. Самое опасное, что может быть, это повышение пролактина, которое вызвано опухолью гипофиза, но, как вы понимаете, это не частая патология, благо опухоли встречаются нечасто. Слушай, а какие примерные референтные значения должны быть, вот, которые типа должны уже насторожить? Ну, смотрите, значит, да, вообще референты, они в каждой лаборатории будут разные. Из-за того, что это гормон, который белковый гормон, да, мы можем очень четко отслеживать его концентрацию прям четко, да, вот. И, ну, обычно норма пролактина это до 700. 600-700 это верхняя граница нормы пролактина. Но если вы видите, например, пролактин на уровне 1200, это не говорит о том, что мы имеем какую-то опухоль, да, или вообще это как-то влияет. Потому что у многих пациентов возникает такое явление, синдром макропролактина, да, то есть пролактин выделяется, но это не истинный пролактин. Мы на анализаторе его обнаруживаем как пролактин, но это пролактин с еще одним большим куском белка на себе, макропролактин, большой пролактин. И он никакого эффекта не оказывает и может выделяться просто так. Эффекта никакого не оказывает. Да, если мы не видим никакой клинической симптоматики, о которой я уже говорил, да, нарушение менструального цикла у женщин, либо какие-то изменения в половой сфере у мужчин, вот, то мы не боимся этого пролактина там в 1200. Вот, можно взять анализ на макропролактин. Некоторые лаборатории в России сразу же берут этот анализ. Например, если у вас обычный пролактин превышает 1500, то какая-нибудь там лаборатория, например, инвитро, бесплатно автоматически возьмет у вас анализ сразу же из этой же крови на макропролактин и отдифференцирует сразу же, чтобы вы не волновались. Это макропролактин, ничего страшного, не волнуйся. Это так. То есть референты 600-700, если пролактин 1500-1200, не факт, что это что-то плохое далеко. Обычно, если это опухоль, пролактин за 3000, там, за 5, за 6000 улетает куда-то туда. Слушай, вот очень часто такой вот вопрос. Во-первых, какие гормоны мешают
похудению, во-вторых, на какие гормоны стоит обратить внимание при похудении. Потому что очень часто люди, которые ко мне обращаются, они говорят, ну, у меня, наверное, там с сахаром какая-то беда, нужно там сахар сдать, нужно то сдать. Вот. Короче, на что нужно обращать внимание и какие гормоны могут негативно сказываться на похудении? Могут, не могут? Да, конечно же, смотрите, у нас есть гормоны. Что такое гормоны? Да, это какие-то сигнальные вещества, которые, ну, чтобы вы понимали разницу вот между нервной системой и гормональной системой, гуморальной, да, эндокринной системой. Нервная система работает очень быстро и точечно. В конкретный орган она посылает сигнал: окей, мы работаем, делаем то-то и то-то и то-то. Эндокринная система работает по-другому. Все происходит очень медленно, и влияние происходит на весь организм, потому что эти сигналы, да, это сигнальная информация, она просто распространяется по крови. Да? И чтобы вы понимали, гормон – это просто информация о том, что нужно делать для вашего организма. Да? И по факту тот гормон, который может препятствовать похудению, это какой-либо анаболический гормон, который будет вызывать накопление чего-либо, да, вот, и такой гормон, ну, как бы, самый главный из них, это инсулин, вот, это тот гормон, который будет способствовать накоплению всего в организме, да, в мышечной ткани будет накапливаться гликоген, будут синтезироваться белки, да, в печени будет накапливаться гликоген, будут синтезироваться белки, будут накапливаться жиры. Ну и в жировой ткани, соответственно, тоже будет накапливаться только жиры, к сожалению. Вот, и по факту это единственный гормон, который мешает нашему похудению, да, то есть когда в системе есть инсулин, когда его очень много, да, организм переключается только на накопление. Вот. Ну, понятно, что у нас всегда идут процессы и распада, и накопления в организме, и анаболизма, и катаболизма, да, но при высоком уровне инсулина все идет в сторону накопления, да. И поэтому, ну, можно было бы сказать, давайте посмотрим уровень инсулина у пациента. Но это по факту не говорит нам ни о чем. Потому что если пациент имеет избыточную массу тела, я и так без анализа скажу, что у него высокий инсулин. Это априори так. Потому что инсулин у людей с ожирением, да, начинает повышаться перманентно, то есть постоянно, не только потому, что он часто кушает, у него высокий уровень сахара постоянно, да, и этот инсулин растет, ну, он высокий и мешает жиросжиганию, а еще и у него инсулина много потому, что из-за ожирения, которое он уже заработал, у него возникают явления инсулинорезистентности, то есть организм, в первую очередь мышечная ткань и жировая, они плохо реагируют на инсулин. Его так много в организме, что уже эти рецепторы, они плохо на него реагируют. В жировой ткани все реагирует до сих пор хорошо, к сожалению, как обычно у нас бывает, да? Вот, и получается, что накопление будет происходить в жировой ткани, и инсулин постоянно у этого человека высокий, да? Мышечная ткань, она нуждается в том, чтобы в нее поступали какие-то нутриенты. Из-за этого инсулина много, она резистентна. Да, то есть она не чувствует инсулин, инсулина вырабатывается постоянно много. А жировая ткань прекрасно его чувствует все время, и поэтому высокий инсулин мешает похудению. И в данном случае есть единственный вариант, да, это разорвать этот патологический круг. Вот. Как его разорвать? Не есть и похудеть. Да? То есть, чтобы снизить инсулин, который мешает похудению, нужно похудеть. Другого варианта нет. К сожалению, только так. Вот. Как похудеть? Слушай, Не есть. Только не есть. И ну все. Как только хорошо. вы похудеете и снизите объем и массу жировой ткани, инсулинорезистентность снизится, то есть чувствительность к инсулину увеличится. И по факту человек, который имеет прям тяжелейшее ожирение, он с каждым
убранным килограммом должен худеть все легче и легче. Ну, тут, конечно же, уже накладываются психологические факторы, да, что человек всю жизнь привык кушать, да, там, факторы те, что у него уже изменилась физиология, там, желудочно-кишечного тракта, может быть, ему нужны уже какие-то бариатрические операции, то есть операции по уменьшению объема желудка и так далее. Вот. Но если мы говорим только о гормонах, да, то чтобы похудеть, нужно похудеть. И как-то так, да. То есть, чтобы похудеть, нужно не кушать. И чтобы эффективнее худеть, нужно худеть. Как бы это странно ни звучало. Слушай, а вот очень часто в интернете, сейчас, кстати, поменьше уже стало, сейчас уже все переобулись два раза переобулись. Вот у всех были какие-либо там диеты, еще что-то, для того, чтобы снижать инсулин. Ну, имея в виду, что там не ешьте углеводы, не ешьте там белки там перед сном, не ешьте то, там высокий уровень инсулина будет, нужно продукты с низким гликемическим индексом, с низкой гликемической нагрузкой. То есть рекомендации были в целом такие, как для человека с сахарным диабетом, там, второго типа или там, первого типа там, инсулинозависимых. Так вот, имеет ли реально какое-то отношение к этому? Ну, то есть ли смысл стараться выбирать продукты с более низким гликемическим индексом, с более низкой гликемической нагрузкой? Ага. Значит, смотрите, по поводу гликемических индексов. Давайте продолжим. Я имею в виду, что если, допустим, условно, опять же, чисто теоретическая ситуация, два человека, один ест на 2000 калорий, ну, БЖУ у него там одинаковое, и у второго БЖУ одинаковое. Но у одного продукты выбраны с учетом высокой гликемической нагрузки, а у другого с низкой. Ну, либо у одного обычная, а у другого там условно низкая. Будет ли какая-то вот разница? Хорошо. Значит, смотрите. Я этим вообще каждый день занимаюсь одновременно с несколькими пациентами, да, и в том числе веду школу диабета и объясняю это постоянно. Вот, значит, в чем суть, для чего нужны эти гликемические индексы, да? Сейчас в российской эндокринологии они вообще, понимаете, в эндокринологии, да, уже у людей, которые имеют заболевания, например, диабет, да, диабетология. Вот. Даже там гликемические индексы продуктов практически не учитываются никогда. Что ж говорить о людях здоровых. Да? Смотрите, по поводу гликемических индексов. Они выведены для монопродуктов. Что значит монопродукт? Когда вы едите какой-то отдельный продукт, только хлеб и ничего. Вот у него, например, там гликемический индекс 80. Да? Если у глюкозы будет гликемический индекс 100, вот, то есть 100 из 100, да, все равняется по глюкозе, да. Глюкоза увеличит уровень глюкозы крови через столько-то там секунд после ее приема, да. Вот, значит, какой-нибудь хлеб, крахмал, да, он увеличит через большее количество времени, да, гликемический индекс 80, например, да. У риса тоже, например, 80 какого-то, да. Вот, но это абсолютно никакого значения не имеет, потому что большее количество времени мы не питаемся монопродуктами. Мы едим не только хлеб. Ну, отдельно один кусочек и ничего, да. У нас же нет такого, что у нас, например, завтрак только рис, обед у нас только рыба, например, а ужин у нас будет только овощи. Такого не бывает. Мы едим продукты смешанные, у нас будет рис с рыбой и с овощами. И какой теперь гликемический индекс у этого продукта, сложно будет сказать. Понимаете, вот это блюдо, не отдельно рис, а блюдо вместе с этим листом салата и с рыбой, вот тогда через сколько увеличится уровень глюкозы крови, никто не скажет. Так мало того, этот уровень глюкозы крови, он будет повышаться по-разному у разных пациентов, в зависимости от генетики, вообще от того, как работает желудочно-кишечный тракт. Возникают иногда очень интересные вещи бывают с пациентами, бывают очень необычные прям вещи, такие, что хоп, и у пациентки очень резко начинает увеличиваться уровень сахара, если она ест хлеб именно со сливочным маслом. А если без сливочного масла, он не повышается так сильно. Да, вот у одной пациентки так, а у других ее 4 соседок в палате такого явления нет.
Вот. И Ага. этот гликемический индекс, он не говорит ни о чем в целом, да, вот. Так что на него можно внимание не обращать. Гликемический индекс нужен, возможно, только пациентам, которые находятся на инсулинотерапии, да, именно люди, у которых инсулин вообще не вырабатывается. И тогда есть смысл, например, если мы едим какую-то пищу, в которой будет много белков и жиров, тогда уровень сахара крови поднимется только потом. Не через 15 минут, как вот, например, при стандартном приеме пищи, где 50% углеводов, да, а если там жиров и белков там вместе, их там только 70% будет, да, только 30% углеводов, тогда уровень сахара крови поднимется отсроченно. И тогда мы просто инсулин уколем не за 15 минут до еды, а перед едой там, или через 10 минут после, в зависимости от того, что это за продукт. Но это важно для пациентов с сахарным диабетом первого типа Мгм. и те, которые уже что-то понимают и шарят. Тогда ты им рассказываешь о таких вот вещах. Да? Если мы говорим про поводу того, нужно ли отдавать в какое-либо время суток предпочтение тем или иным продуктам. Вот как ты говоришь, например, утром исключать, на ужин исключать углеводы, например, да, вот. Или типа у нас днем большие нагрузки, поэтому завтрак у нас будет очень плотный, обед там, короче, ужин отдай врагу, да, какая там. Да. Да. Обед Значит, подели с другом, а ужин отдай врагу, да. да, смотрите, если мы говорим про похудение именно, то считается, что все диеты, они одинаково равноэффективны. Да? Самое главное, нужно соблюдать правила дефицита калорийности. Да? Ну, лучше, соответственно, соблюдать дефицит в углеводах в первую очередь. Да? Вот, потому что белки и жиры являются структурными единицами клетки, поэтому лучше всего исключать углеводы в начале. Вот. Но это ладно, как бы Данила-то и сам вам всем объяснит еще раз. Вот. А тут, если мы говорим про вот такие вот манипуляции с пищей, это может быть важно, опять же, для пациентов с сахарным диабетом. Например, да, как это происходит, вот каждый день у какого-то из моих пациентов, вот у него все хорошо, но каждый день утром у него высокий уровень сахара. У него сахарный диабет, например, второго типа, да, он просто на таблетках у нас каких-то. Например, на метформине, который увеличивает чувствительность клеток к инсулину и блокирует выработку инсулина глюкозы печени. Да. Вот. Так, значит, у него каждый день утром высокий сахар. Какое решение, да? Утром до еды мы просто исключаем прием углеводов вечером. Он у нас, например, принимает только белки и жиры на ужин. И в таком случае утром будет абсолютно нормальный уровень сахара, да, например, вот так. Либо у пациента каждый раз ужин, после ужина высокий уровень сахара крови. Да, тоже мы уберем, собственно, на ужин там какие-то углеводы. Да. Вот так мы можем решать этот вопрос. Если мы видим какие-либо повышения уровня глюкозы крови в какой-то промежуток времени, и тогда мы можем производить какие-то манипуляции с питанием. Но это важно только для пациентов с сахарным диабетом. У вас, если нет сахарного диабета, мы никаких повышений уровня сахара не зафиксируем. Понимаете как? Вот, поэтому, то есть он будет до 8, там, да, условно, вот, через 2 часа после еды. Поэтому так. Значит, и вот эти вот вещи, они важны только для пациентов с сахарным диабетом. Но, честно говоря, я сам придерживаюсь некоторого такого правила. Я с утра, например, употребляю в основном только белково-жировые продукты. Просто потому, что, в первую очередь, потому что они имеют большую калорийность за счет жиров. И я утром, например, не могу впихнуть в себя много еды,
Поэтому я употребляю жировую пищу утром, потому что она меньше по объему, да. Но тут люди в основном пытаются похудеть. Вот. Поэтому в целом единственная и главная диетическая рекомендация, которую я могу вам дать, не исключать какие-то там вещи, ужин должен быть определенный какой-то, завтрак какой-то определенный. Нет, просто добавьте во все свои приемы пищи больше клетчатки и продуктов, в которых низкая калорийность и большой объем, и все. Вот. Это самая главная вещь, которую вы должны соблюдать в плане а как же мне изменить свое питание? Да? Добавь в первую очередь клетчатки больше, и ты просто будешь меньше употреблять калорий. Это самое Я простое, всех их так трясу, добавьте клетчатку, добавьте овощей, добавьте отруби. Вот так всем. А почему, не любят овощи есть или что? Да нет, с овощами, скорее всего, видишь, в чем проблема? Во-первых, сейчас овощи стоят, я не знаю, сколько в России, но мне кажется, недешево. Это во-первых. Сейчас, мне кажется, килограмм хороших помидоров стоит дороже, чем килограмм курицы. Хотя для меня это вообще прям дико, потому что... Зачастую по 600 рублей стоят помидоры хорошие. Так вот, потому что я-то в деревне рос, и для меня, помидоры, это, считай, чуть ли не бесплатно. Ты пошел на грядку, взял. Да. Я когда увидел, сколько стоит укроп, я такой, 1500 рублей укроп за килограмм. Я такой, в смысле, кокаин, блядь, дешевле стоит, по себестоимости, чем укроп. Это первая причина, я думаю, но я не уверен, мне об этом никто не говорил. Вторая причина – это то, что иногда забывают. Третья – это то, что клетчатка, она... Разные виды же клетчатки есть, и в России, знаешь, с клетчаткой, определение клетчатки в России очень огромное, чтобы просто что-то туда добавить. Но мы сейчас говорим про клетчатку, которая действительно клетчатка. И некоторые могут добавить какой-то дополнительный вкус, и это может мешать. А если, допустим, по рекомендации ее мешать с водой, это, мне кажется, вообще очень мерзко. Поэтому с какими-нибудь йогуртами. То есть вкусовые качества. Допустим, опять же, если брать отруби, то не всегда, допустим, они всем заходят. Вот, допустим, опять по поводу клетчатки, как бы ты рекомендовал бы ее принимать и сколько, и в каком виде? Знаете... И какую еще? По поводу клетчатки, да, под клетчаткой подразумеваются какие-либо волокна, да. В первую очередь подразумеваются волокна нерастворимые. Клетчатка, волокна могут быть и растворимые, да, они могут быть не видны, да? Вот, а есть нерастворимая клетчатка, в основном ее имеют в виду, да. Вот, и я в первую очередь рекомендую употреблять не отдельно клетчатку, не вот эти волокна, которые продаются, да, а рекомендую употреблять овощи, вот. 300-400 грамм овощей должно быть у каждого человека в рационе в сутки. Вот. Клетчатка... Это минимум или максимум? Это минимум 300-400 грамм в сутки. Это минимум 300-400 грамм. Этот уровень, эти 300-400 грамм считается, что если мы их потребляем, у нас нет риска колоректального рака. Да? То есть рака прямой кишки и толстого кишечника. То есть если мы употребляем такое количество продуктов, по исследованиям, люди, которые потребляют такое количество продуктов, да, вот эта популяция, например, какой-то город, да, у них меньше всего встречалось рака прямой кишки и толстого кишечника, да, вот. Как-то так. Если мы говорим про клетчатку, которая в банках сухая, да, продается, я ее рекомендую употреблять людям, у которых есть какие-либо проблемы уже с пищеварением, да, и в таком случае мы просто постепенно ее добавляем. Мы можем добавить там всего лишь 2 ложки сначала столовые, да, в день этой клетчатки, вот, это не мало на самом деле 2 столовые ложки клетчатки, да, в день добавить, вот, и постепенно можем ее, увеличивать ее количество, да, так, чтобы я назначал, слушай, тебе нужно съедать 40 грамм сухой клетчатки в сутки, я так не делаю, да, просто рекомендую рекомендации, да, которые дает Всемирная организация здравоохранения. 300-400 грамм овощей, и если есть какие-то проблемы, в первую очередь с запорами, то мы в маленьких дозах потихоньку прибавляем клетчатку. Но в больших дозировках она может, наоборот, вызывать запоры, да, смотря какая еще клетчатка, да, если это, например, какой-нибудь псилиум,
есть клетчатка псилиум, да, по-моему, это семена подорожника. Вот. И они очень классно разбухают в желудочно-кишечном тракте. Знаете, как называется, вот есть такие напитки, ты должен знать в Таиланде, Да, я желудочно. понял, с шариками такими, как бы они Это как не семена, мармеладные, не-не-не, вот слушай, но я есть говорю, семена, и они там разбухают. семена, она выглядит как мармеладная такая, типа Это чия, желешная. чия, Там, чия, чия, там чия. семечко, и она вот так разбухает, и вокруг нее такой, типа, блядь, пузырь Да, получается. да, это как семена чия, да? Семена чия, по-моему, так это называется. И вот этот псилиум, он похожим образом разбухает в желудочно-кишечном тракте. Если у вас есть какие-то проблемы с запорами, вы можете добавлять. Но опять же, то есть если у человека есть какие-либо ограничения по желчному пузырю, холециститы, если была там холецистектомия, да, удалялся желчный пузырь, вот, тогда клетчатку нужно очень аккуратно вводить в рацион, потому что она всегда способствует оттоку желчи, да, клетчатка. И не для всех это хорошо. Вот. Как бы обычно говорят, что класс, желчь, там это плохо, давайте пусть оттекает. Ну, если у вас есть какие-то большие камушки или серьезные перегибы, или дискинезии, да, нарушение двигательной активности желчного пузыря, то это, если переборщить с клетчаткой, ну, может заболеть в правом боку, будет там ахоличный белый кал, там и все такое, да, вот. Так что клетчатку тоже нужно постепенно вводить. Я вот так вот не назначаю, честно говоря, не могу сказать, сколько граммов нужно съесть, у меня нет вот такой вот. Просто запоры можем потихоньку добавлять. Ну, у людей с сахарным диабетом, в основном это люди за 50 лет, женщины, запоры часто, поэтому часто приходится рекомендовать. Вот, слушай, вот опять же, отсюда же, по поводу запоров. Почему это возникает? Ну, допустим, какие-то основные причины. И что в таких Мгм. ситуациях делать? Ну, вот опять же, добавить клетчатку, да? Мгм. С чем это связано и почему, ну, что делать? Смотрите, по поводу запоров, вообще тема очень интересная, да, вообще все заболевания желудочно-кишечного тракта зачастую, вот знаете, вот как говорят, все болезни от головы, да. Если мы говорим про желудочно-кишечный тракт, то как будто бы так и есть. Ну, то есть очень много проблем, которые могут быть с желудочно-кишечным трактом, с кишечником. Они возникают вследствие каких-либо проблем с психикой. Вот. Сейчас поговорим про причины, да, запоров либо диареи. Вот. Самая частая причина запора и диареи является синдром раздраженного кишечника. Вот. Это супер такой обширный, так сказать, термин, да, и синдром раздраженного кишечника наблюдается там чуть ли не у 80% людей в популяции, просто он, ну, то в ремиссии, понимаете, то в обострении, как бы. Вот. Как это проявляется? То есть синдром раздраженного кишечника бывает трех типов, да, приоритет запоры, приоритет диарея, либо смешанный тип, да. И судя по названию, да, синдром раздраженного кишечника, можно несколько предположить, что это как-то связано с психоэмоциональным раздражением, да, напряжением. И вот эта вещь, например, у большинства людей есть такое, что когда вы понервничаете, перенервничаете, вы захотите в туалет. Это синдром раздраженного кишечника, да. Если вы поругались с кем-то, да, там испытываете какие-то регулярные стрессы, запоры, тоже синдром раздраженного кишечника. И зачастую СРК, синдром раздраженного кишечника, лечится антидепрессантами. Опять же, это самая частая причина диареи и запоров. Это лечится антидепрессантами или нейролептиками, о которых мы говорили в самом начале. Вот эти препараты, которые как бы супер там психом назначаются, да? Вот. Поэтому зачастую запоры и диареи это связано с синдромом раздраженного кишечника и связано прежде всего с какими-либо проблемами в психоэмоциональном плане. Вот. Ну, то есть это могут быть хронические стрессы и так далее, усталость какая-то. Да? Если говорить про какие-то эндокринные
эндокринологические причины запоров, то первое и вот самое основное и частое, что приходит в голову, это гипотиреоз. Сниженное, низкое, да, содержание уровней гормонов щитовидной железы в крови может вызывать вот такие вот явления, как вялость, апатия, запоры, то есть отсутствие аппетита, сниженная частота сердечных сокращений, зябкость, то есть снижение температуры тела. Все замедляется, когда гормонов щитовидной железы мало, в том числе моторика кишечника. Вот. Поэтому если у вас возникают регулярные запоры, вот это может быть связано с этим. Также, что еще может быть? Вот, Данил, скажи мне, вот, как думаешь, вот после чего в туалет хочется? После еды, после сна. Еще. Опять же, ты говорил стресс, что еще? Да, после сиги. Слушай, я сигареты не курю, я не знаю. После сигареты хочется. На самом деле я слышал, что после насвая, мне пацаны говорили после насвая и после сигарет, но, видишь, я на собственном опыте не могу сказать. Да, после никотина будет хотеться в туалет сходить и после кофе. После любых психостимуляторов, любые психостимуляторы, они будут, вы захотите в туалет, да, чтобы это ни было, наркотики какие-то или кофеин, да, в туалет вы, скорее всего, захотите, если вы человек, который не очень давно употребляет эти препараты. И тут сразу же мы приходим к ответу, да, когда человек хронический курильщик или постоянно употребляет кофеин, нарушается моторика кишечника, да, и мы можем испытывать запоры. Что еще? Понятно, какие-то старческие вещи, да, и когда человек долго находится в сидячем положении, лежачем положении, иммобилизованный человек, который не двигается, тоже запоры, соответственно, нам необходимо движение постоянно, и нужно находиться хотя бы иногда в вертикальном положении. Вот. И что еще? Злоупотребление слабительными средствами вызывает запоры. Вот. Например, такие слабительные средства, как Сена-Д, Сенодексид, да, препараты сенны. Женщины очень любят эти препараты, вот этот Сена-Д, прячут от меня пациенты в тумбочках этот Сена-Д. Я говорю, что у вас запоры, давайте я вам дам нормальный препарат. Какой Сена-Д? Вот он копейки стоит, работает классно. Но суть его в том, заключается, что он просто, эти молекулы, да, сенозиды, они раздражают кишечник и стимулируют его моторику просто, и вы какаете, да, вот. Но это не физиологичный процесс. Это то же самое, что покурить или кофе бахнуть, да, понимаете? То есть рано или поздно это перестанет работать, и вы получите обратный эффект. Вот. Если вы испытываете запоры, да, кроме того, что вам нужно сначала найти причину их, все-таки пока ищем причину, симптоматическая терапия нужна, да, запоры нас мучают. В таком случае нужно употреблять слабительные, так называемые астматические слабительные, да, которые не стимулируют моторику кишечника, а стимулируют образование жидкости в кишечнике. Там механизмы могут быть разные. Например, клетчатка или псилиум. Мы ее выпиваем, она в желудочно-кишечном тракте разбухает. Барорецепторы, рецепторы растяжения в желудочно-кишечном тракте раздражаются. Мы хотим произвести акт дефекации. Да? И, собственно, каловых масс больше, и они более мягкие, из-за этого запора нет. Да? Вот. Есть астматические слабительные, которые стимулируют, так сказать, выброс жидкости в просвет кишечника. Да? Это какие-то могут быть препараты, высокоастматические препараты. Грубо говоря, это какие-то концентрированные, например, растворы соли, да, грубо говоря. Концентрированный раствор соли, чтобы его разбавить, нужно очень много в просвет кишечника выделить жидкости. И мы захотим в туалет. Да. Как-то так. Поэтому, самый хороший такой, может быть, самый простой и безопасный слабительный – это лактулоза. Вот. Можете загуглить, кого это интересует.
Лактулоза – это жидкость такая, в общем, выпивается. Как-то так. Хорошо. В первую очередь разобраться с причиной, пока разбираешься с причиной. Да, лечить симптоматическую терапию, да. Так, такой вот вопрос, очень, очень не конкретный, но все же. Какие симптомы должны натолкнуть на мысли проверить гормоны? Да. Значит, смотрите, тут большая ошибка вообще в понимании того, нужно ли проверять гормоны. Почему вообще, почему гормоны, да? Смотрите, если вас что-то беспокоит, что-либо, лучше всего обратиться к знающему человеку. Знающий человек, скорее всего, это врач, да? Вот. И в дальнейшем по симптоматике, вначале это должен быть врач общей практики. И в дальнейшем по симптоматике, то есть это терапевт, он должен определить, какая система организма поломана. Да? Например, мы испытываем симптомы гипотиреоза, которые я перечислял выше. Запоры, вялость, апатия, зябкость, похолодание кожных покровов, вот такие вот вещи. Да? Депрессия какая-то там, снижение частоты сердечных сокращений и давления. Хорошо, мне жалуется пациент на какие-то такие симптомы. Понятно, скорее всего, какая-то поломка в щитовидной железе, я отправляю к эндокринологу. Это должно происходить вот так вот. Просто гормональная система, опять же, мы уже об этом говорили, это как бы сигнальная система, которая влияет вообще на весь организм в целом одновременно. Эта информация, да, передается. И зачастую эти симптомы, они могут быть, что называется, не патогномоничны, то есть они не характерны для какой-либо конкретной одной болезни. Да? Если у тебя заболела голова, не факт, что это связано с высоким артериальным давлением, но в первую очередь надо проверить это. Да? Вот. Поэтому так нельзя сказать, какой-то симптом, проверяем гормоны. Да? Вот. Лучше всего обратиться к врачу. Но вообще, в первую очередь, если мы говорим про женщин, то это нарушение менструального цикла. Потому что практически любые, сколько-нибудь значимые гормональные изменения будут отражаться на менструальном цикле у женщины. Практически всегда. Вот. Такая это очень чувствительная система ко всему, что происходит внутри и вне организма. Вот. Поэтому любые какие-то стрессы, неблагоприятные факторы внешней среды, либо какие-то изменения внутри организма, они будут отражаться на менструальном цикле. Поэтому это основное. Вот. Тем более для зрителей, для людей, которые будут это смотреть, это первоочередное. В основном это женщины, поэтому нарушение менструального цикла, пожалуй. Угу. Слушай, у меня один из специалистов, который занимается опорно-двигательным аппаратом, он сказал такую вещь. Допустим, если часто тренеры в зале этим грешат, знаешь, приходит человек, и они такие: о, у тебя здесь туда чуть-чуть завалено, это чуть-чуть, то чуть-чуть. Короче, пытаются человека там всего вылечить, скажем так. У тебя там и кифоз, и гиперлордоз, у тебя что-то. И он сказал такую вещь. Если вы у человека видите какую-то проблему, и она его не беспокоит, он не пришел к вам и решать эту проблему, то это не его проблема, а ваша. Я думаю, что с гормонами примерно то же самое, что если там какой-то уровень у тебя чуть-чуть завышен, либо чуть-чуть занижен, но при этом это никак симптомативно не отображается на человеке, то не нужно пытаться вернуть его условно в те референтные значения, в которых он якобы должен находиться. Возможно, это просто для человека обычное классическое состояние. Да, понимаете, в чем суть? Сейчас медицина, частная медицина и особенно эндокринология, она находится в такой стадии, когда мы, это новая школа эндокринологии, да, современная, люди пытаются лечить анализы. Вот, и хотят какую-то видеть хорошую картинку на анализах, просто, и все. Самое главное, это то, как человек себя чувствует. Это основное, да. Если мы видим какие-то небольшие изменения, зачем это менять? Может быть, ему даже вообще не нужно говорить о том, что вы знаете, у вас тут
чуть-чуть на 0,1 миллимоль там снижен какой-то гормон. Об этом даже не нужно говорить, потому что он себе потом придумает, что да, слушайте, какой-то я вялый, может быть, мне нужно что-то исправить. Да? Понимаете как? Поэтому, если пациент не жалуется, если вы реально не испытываете каких-либо проблем, лучше не лезть туда, в эти гормоны, и не знать. Вот, знаете, сейчас в эндокринологии с развитием инструментальных методов исследования, вот таких, например, как компьютерная томография, да, у нас появились новые диагнозы, которых раньше нет. Например, такой диагноз, как инциденталома надпочечника. Да? Что это такое? Сейчас объясню, и вы сейчас поймете, в каком состоянии находится эндокринология на данный момент и как на вас могут наживаться в том числе. Это официальный диагноз такой, инциденталома. Да? Это началось с 2019 года, когда объявился ковид. Всем стали делать КТ органов грудной клетки, да, грудной полости, КТ легких для того, чтобы, оценить поражение. Помните, в процентах всем ставили поражение легких там, да, на КТ при ковиде. И дело в том, что зачастую при КТ легких специалист, КТ-эксперт, да, рентгенолог, он может видеть верхние полюсы почек. И на верхних полюсах почек находятся такие эндокринные железы, очень важные на самом деле. Это надпочечники. И очень много таких пациентов, опять же, это отдельный теперь диагноз, как бы такой есть промежуточный. Инциденталома, от слова инцидент. Когда человек не испытывал никаких жалоб и никогда в жизни бы не знал о какой-то штуке в надпочечнике, если бы он не сделал компьютерную томографию совершенно по другому поводу, по поводу легких. И это такой диагноз инциденталома, мы его ставим, когда мы видим какое-либо образование у пациента, но оно никак на нем не проявляется, он не испытывает жалоб по этому поводу и обратился вообще по другому поводу, но мы видим это заболевание и должны его лечить. Понимаете как? Поэтому такого очень много, это сплошь и рядом, да. Диагнозы, которые мы нечаянно что-то увидели, это никак не отражалось на пациенте. Он никак себя там, это никак не проявлялось. И тут вот хоп, и вот так, да. Как должно быть в классике? Как должно быть? Пациент предъявляет жалобы на повышение артериального давления, стойкие повышения артериального давления, да. Мы, например, берем у него анализ на гормон альдостерон, к примеру. Видим повышение его. Ага, альдостерон выделяется в надпочечнике. Давай сделаем КТ этого органа и посмотрим, есть ли там какая-то проблема. Видим проблему? Да, скорее всего, вот эта штука и продуцирует, вырабатывает много альдостерона. А сейчас происходит по-другому. Все идет не от жалоб и не от проблем пациента, а он посмотрел на анализ или на метод исследования какой-то, что-то у себя увидел и пытается почувствовать вот эту симптоматику у себя. Слушайте, вот когда-то у меня давление повышалось 2 недели назад. У меня запоры были полгода назад. Теперь прошли, но вот раньше были. И давай рыться вот это вот. И эндокринолог частный, он так рад, вы не представляете. Вы будете ходить к нему всю жизнь с этими жалобами, понимаете? Не специфическими жалобами, которые могут быть, реакцией каких-либо других изменений, да, и каких-то других систем, которые с эндокринологией вообще не связаны. И он будет очень рад. Потому что, анализы иногда могут показать какие-то неклассические вещи. Вы можете не входить вот в те рамки, да, референтные значения, но будут лечить анализы, перепроверять и все такое. Поэтому, если нет жалоб, лучше туда не лезть и не рыться. Хорошо. Думаю, ладно, расскажу немножко. Суть в чем? У меня есть, как сказать, я не особо эмпатичный человек, к своим близким, вот своим подопечным я очень эмпатичный, а вот мало знакомым людям мне все равно. И у меня это тоже перекладывается на мои какие-то личные качества. Я, допустим, не скучаю по своим родным, по родственникам, я не скучаю. Конечно, там, хотелось бы увидеть, но прям вот такого, что скучаю, у меня такого нету. И вообще,
В целом, это, наверное, ненормально, что я не скучаю там по маме, там, по сестре, по бабушке, всему остальному. Но зачем мне пытаться это у себя исправить, условно вылечить, если мне это облегчает жизнь? Я не трачу время на самокопание, я не трачу время на там, какие-то негативные мысли, вот как было бы хорошо. Это продуктивно на мне сказывается. И вроде бы как это назовем отклонение, но это отклонение никак вообще не мешает мне, поэтому нет смысла лечить это отклонение. Вот. И примерно то же самое, как и с гормоном. Если у тебя есть, может быть, какое-то чуть отклонение, и оно тебе никак не мешает, но не стоит. А вдруг сейчас у тебя оно будет в норме, но зато ты плохо себя чувствовать будешь. И что в этой тогда ты ситуации? принимаешь какой-то дополнительный препарат зачем-то, да, который будет исправлять как бы вот эту цифру просто в анализах. Конечно, зачем? Вот. Понимаешь, тут вот в твоем случае как было бы правильно, да? Ты не скучаешь по своим родственникам, они предъявляют тебе по этому поводу претензии, ты из-за этого чувствуешь дискомфорт, и вы вдвоем идете к психологу. Тогда да, тогда нужно решать этот вопрос. Когда тебе говорят, слушай, ты какой-то неправильный, а тебе и пофигу, то есть ты не чувствуешь, да и все нормально, никак на меня не влияет. Зачем это исправлять? Вот. Как-то, и то же самое с состоянием организма. Если это никак не мешает, если это не является фактором риска, как, например, ранней какой-то смерти. Например, если говорить про холестерин, да, то его нужно проверять. Там каждый год нужно посмотреть, что у тебя с холестерином, да, потому что от этого будет зависеть продолжительность жизни. Случится у тебя инфаркт, инсульт или заболевание артерий нижних конечностей. Это нужно посмотреть, да, вот эти скрининги обязательных анализов проходить надо. Но если мы говорим про гормоны, то нет. Женщинам раз в 2 года, может быть, ТТГ сдать, тиреотропный гормон, да. Вот. Из гормонов все. Сахар крови, да, если... Тут, по-моему, может быть, будет вопрос, я уже не помню, по поводу каких гормонов. Ладно, давай подальше по списку. Давай. Так, был поставлен гестациональный диабет. Частота выдержки из исследования, что в таком случае повышается риск возникновения диабета 2 типа у мамы и у ребенка в беременности. Что сделать в этой ситуации? Сбалансированное питание, умеренная физическая активность или есть какие-то другие типы профилактики? Короче, что делать в такой ситуации и так ли это на самом деле? Хорошо, давайте сейчас разберемся с этим термином. Гестационный диабет. Что это такое? Это диабет, который развивается во время беременности, во время гестации, да? То есть, который развивается во время беременности. После беременности, после родов диабета не будет. Это является риском сахарного диабета в будущем у матери, так и есть, потому что если у нее гестационный диабет, скорее всего, у нее есть риск и обычного диабета, скорее всего, она имеет избыточную массу тела. Вот. По поводу того, есть ли риск для плода. Риск есть. У пациенток с сахарным диабетом, сахарным диабетом в первую очередь 2 типа, да, если у них в беременности хроническая гипергликемия, высокий уровень сахара и, соответственно, высокий уровень инсулина, потому что она имеет избыточную массу тела, имеет инсулинорезистентность, мы уже об этом говорили, да, зачастую дети рождаются большими, за 3800. Да, то есть ребенок не должен превышать в норме 3,5 килограмма. Примерно так. Это разные тоже в зависимости от страны нормы. Вот. Могут у больных с сахарным диабетом, у меня были пациентки, которые когда-то давно рожали, у них спрашиваешь 4200, 4500, 4800 ребенок, 5 килограмм ребенок, да? Вот. Это почему возникает? Высокий уровень инсулина у матери. Это анаболический гормон. Ребенок растет. Он уже зачастую рождается толстенький и сразу же с инсулинорезистентностью, как и у матери. Уже родился. Он, понимаете, он еще даже не успел нагрешить тем, что он... Мать успела нагрешить, она всю свою жизнь вкусно ела, из-за этого она имеет избыточную массу тела и сахарный диабет. Ребенок нагрешить не успел, но у него уже есть избыточная масса тела, у него уже есть инсулинорезистентность. Ты говори, я сейчас себе запишу. Я сейчас себе запишу. Почему? Потому что я хочу снять видео на YouTube
я, возможно, у тебя еще проконсультируюсь на тему лишнего веса у детей. И я честно скажу, в лишнем весе у детей понимаю ровно нихуя. Но дело в том, что эти дети потом вырастают и приходят ко мне. И Да. когда я общаюсь с людьми, которые говорят, я всю жизнь вот имею лишний вес. Я хочу, знаешь, как такое, знаешь, типа на шаг вперед, на 2 шага вперед уже сказать тем родителям, во-первых, чтобы они к беременности не переедали, а во-вторых, когда ребенка воспитывали, там не перекармливали, не там что-то ему в голову дополнительное не внушали. И вот как раз-таки сюда будет интересно, я потом тебя тоже проконсультируюсь. Да, значит, смотрите, по поводу лечения и профилактики этого состояния. Профилактика этого состояния – это диета и физическая активность, да, то есть, смотрите, как снизить уровень сахара крови? Похудеть. Как снизить уровень глюкозы крови? Снизить инсулинорезистентность. Как снизить инсулинорезистентность? Похудеть. Также у нас есть единственный безинсулиновый способ транспорта глюкозы – это физическая активность. Мышцы без инсулина могут потреблять глюкозу, но только во время физической активности. Поэтому, например, да, мы уже говорили о том, что бывают такие пациенты, у которых в определенное время повышается уровень сахара крови. Например, вот мы все делаем как бы правильно, уже все препараты назначили, каждый раз после обеда у нее сахар высокий. Ну иди погуляй после обеда. Она пару дней еще пока лежит в больнице, после обеда гуляет, сахар в норме, понимаете как? Вот. Поэтому физическая активность, да, в данном случае. Вот. Снижение массы тела, физическая активность, диета, ну, которая будет способствовать снижению массы тела. Если уже мы видим прям гипергликемию, да, высокий уровень сахара крови, то эти проблемы у беременных решаются только инсулином. Таблетки, которые для диабетиков, да, беременным принимать ни в коем случае нельзя. Никакие таблетки. Можно принимать только инсулин. Вот. Иногда можно обойтись только базисным инсулином, только инсулином, что называется длинным, который колется 1 или 2 раза в день. В норме используется инсулин Левимир, потому что только на нем исследования на беременных проводились, 2 раза в день, да, но у некоторых женщин там придется использовать и базис-болюсную инсулинотерапию, то есть как диабетики первого типа. То есть это 2 инъекции продленного инсулина длинного и, соответственно, перед каждым приемом пищи инъекция короткого инсулина. Предварительно нужно посчитать количество углеводов, которые вы съедите. Уколоть инсулин и только через 15 минут приступить к пище. Это я вас сейчас пугаю, женщин, которые планируют беременность и все еще имеют избыточную массу тела. Вот. Поэтому, если случится гестационный диабет, не всегда эти проблемы можно будет решить диетой, физической активностью. Зачастую это инсулин. И это даже на эти несколько месяцев, которые вы еще будете беременны, это вашу жизнь осложнит. Угу. Поэтому слушай, а если мы говорим после, ну то есть, условно говоря, ребенок уже родился, роды закончились, все. Зачастую полная ремиссия возникает. Угу. Все, выздоравливает человек. Угу. А если, допустим... Если он не имел очень большой массы тела, понимаете? Иногда это происходит. Почему? Потому что, плацента так влияет, да, она продуцирует некоторые гормоны, в первую очередь хорионический гонадотропин, бета-субъединица хорионического гонадотропина, она похожа на многие тропные гормоны гипофиза, вот, и поэтому может возникать повышение уровня глюкозы, крови, да, и так далее. Поэтому, в беременности повышение сахара крови происходит, часто, да, если вы имеете избыточную массу тела, часто. Потом это может пропадать. Если у вас до родов, до беременности не было сахарного диабета, вот, то он может, конечно, возникнуть, но это как бы возникает не всегда. Если не повезло, то да. Если вы очень сильно растолстели при беременности, то да, ждите сахарного диабета. Хорошо, вот такой вот вопрос. Перед беременностью была обнаружена фиброаденома, быстрорастущая. Маммолог сказал, что большое количество эстрогенов в том числе провоцирует новообразование. Как, кроме похудения, можно
контролировать эстрогены, и можно ли? Значит, смотрите, маммолог вам сказал и не подумал, и напугал вас. Вот. Значит, смотрите, по поводу того, стимулируют ли эстрогены И еще здесь я какие-либо пропустил, образования. ее удалили, ну, вырезали. Понятно. Значит, смотрите, эстрогены, они не провоцируют образование каких-либо тканей. Да, такого нет. Ну, они провоцируют образование, например, эндометрия матки. Это новая ткань, но она временная. Она при менструации потом новая у вас образуется, да? Вот. Но если говорить про какие-либо опухоли, то эстрогены или какие-либо другие гормоны, они не могут провоцировать развитие опухоли. Они могут провоцировать рост опухолей, в которых есть рецепторы к данным гормонам. Зачастую опухоли груди, молочных желез, имеют рецепторы к эстрогенам, зачастую. И благо это наиболее, так скажем, опухоли благодарные, да, потому что мы их часто можем очень эффективно лечить блокаторами эстрогеновых рецепторов, типа тамоксифена, который стоит копейки. Да, либо провести оперативное вмешательство, сверху прикрыться тамоксифеном, если какая-то ткань осталась, максимально ее редуцировать, да, заблокировать рецепторы к эстрогену. Но сам по себе эстроген, он не может вызывать рост каких-то тканей, да, вот, ну, сам по себе. Вот так. Но если у вас уже есть какая-то опухоль, то высокие уровни эстрогенов мы можем снижать какими-либо препаратами, либо блокировать рецепторы к эстрогену. Это да. Имеет ли смысл снижать уровень эстрогенов? У меня вопрос такой. Вот девушка, которая ей написала, ей сколько лет? Есть у тебя Слушай, такая информация? ну, давай возьмем 35, я точно не знаю, Ну допустим, вот 35. ей 35, вот понимаешь, вот будет ей когда 48, когда наступит переменопауза или менопауза. Вот она подумает, какая же я была странная девушка и хотела себе снизить уровень половых гормонов. Понимаешь как? Поэтому как бы снизить уровень гормонов – это очень редкая просьба. Вот. Обычно, да, женщины испытывают жалобы, когда переменопауза, уровень гормонов, яичниковых гормонов, да, прогестерона, эстрогена снижается, они испытывают очень большое количество жалоб. Вот. Поэтому у нас нет препаратов, которые снижают уровни гормонов. Ну, вообще, честно говоря, фармакологические такие препараты есть. Вот. Как правило, это препараты антимикотики, да, всем известный, например, какой-нибудь флуконазол или кетоконазол, которым лечат кандидоз фонарный, да. Противогрибковые препараты антимикотические, они являются также ингибиторами стероидогенеза. Они блокируют образование всех стероидных гормонов в организме. Ну, если хотите, можете сделать так, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому снижать уровень эстрогенов, ну, то есть такого нет, это невозможно, да. Ну, это возможно, просто в этом нет никакого смысла. Поэтому ваш эндокринолог, он сказал, как бы правильно. Это, скорее всего, маммолог был, ну, я Маммолог, точно да, не знаю. извиняюсь. Да, маммолог, хирург. Он сказал, как бы правильно, но не подумал, что вы же не имеете медицинского образования и можете все интерпретировать так, как вы интерпретировали. Если эстрогены вызывают рост этой штуки у меня, значит, нужно их снижать. Ну, к сожалению, нет. Просто у вас, скорее всего, была эстроген-зависимая опухоль. Вот. И все. Вот. То есть это не нужно решать тем каким-либо снижением половых гормонов. Да? Если мы имеем реально там онкологию какую-то и тому подобное, да, мы проведем, что называется, химиотерапию, да, препаратами, которые будут снижать уровни эстрогенов в крови. Вот. Но так, чтобы постоянно снижать уровень гормонов для того, чтобы мы не боялись
каких-либо пролиферативных, то есть процессов роста в железе, такого не бывает, так не делают. Ну, Мгм. Хорошо. Так, дальше вопрос. Я попрошу тебя камеру не дергать, а то у меня, блин, голова аж кружится. извини. Так, дальше. Давай пока чуть-чуть я сейчас вопросы местами поменяю, чтобы... Такой вопрос. Мгм. Какая оптимальная потеря веса за месяц? Там, ну или вообще в целом 5, 10, 15, 20 килограмм? Вот, примерно какие значения будут оптимальные? Может быть, в процентах, либо в килограммах. Почему? Потому что Считается... зачастую, вот ты видишь какой-нибудь там баннер в рекламе, или у меня очень часто тоже спрашивают, а на сколько килограмм я похудею за месяц? Вот у меня спрашивают. Мгм. Вот, но я в целом как бы отвечаю, но вот твое мнение по этому поводу. Еще какие-то Смотрите, рекомендации есть? есть четкие медицинские рекомендации, клинические рекомендации для лечения ожирения. Да? Клинические рекомендации – это четкие протоколы, по которым работают сейчас врачи. Да? Это тоже такая вот вещь современной медицины. Теперь у нас есть клинические Тоже сейчас рекомендации, запишу себе. из-за которых зачастую мы не можем отойти от этого, да, и если ты хочешь применить какой-то свой метод, ну, жди осуждения какого-либо, да, поэтому в первую очередь все работают по клиническим рекомендациям, сверху ты можешь накладывать какие-либо свои уже рекомендации своего личного опыта, вот, но клинические рекомендации – это Библии наши, да, они есть практически по всем нозологиям, то есть по всем заболеваниям практически. Клинические рекомендации существуют, они обновляются, должны обновляться как минимум раз в 5 лет. Итак, клинические рекомендации по лечению ожирения, по-моему, есть 2020 года, то есть относительно новые рекомендации. Вот. И рекомендации такие, что нормальным физиологичным, так сказать, процессом, да, похудения является снижение массы тела на 5-10% полгода. То есть, если человек весит 100 килограмм, нормально для него будет считаться, если он похудеет за полгода на 10 килограмм. Но если больше, то это могут быть какие-либо риски. Если он похудел менее чем на 5%, то это значит, что врач делает что-то неправильное, и нужно, либо пациент, и нужно интенсифицировать процессы похудения. Еще сильнее снизить калорийность, либо добавить какой-то препарат. Кстати, в клинических рекомендациях есть препараты по лечению ожирения. Мгм. Это, кстати, вот я тоже девочкам уже там немного упоминал, но мы в конце уже расскажем то, что Да. ты там Поговорим есть. по этому поводу, хорошо. Да. Так, хорошо, 5-10% за 6 месяцев. Так, Да. хорошо. Второго типа. Так, давай вот такой вопрос. Какие обследования нужно регулярно проводить, чтобы контролировать работу эндокринной системы, если у всех родственников проблемы с щитовидной железой? Угу. Это очень легкий вопрос. И смотрите, для пациентов, которые уже имеют проблемы с щитовидной железой, ну, какие-либо, я имею в виду не образования узловые образования часто встречаются, да, вот, а, например, какие-то изменения уровня гормонов, если человек применяет гормонозаместительную терапию, там, и так далее, да, вот, то, ну, так или иначе, основным маркером, который мы должны мониторировать, это уровень ТТГ, тиреотропный гормон. Да? Это гормон, который выделяется гипофизом и стимулирует щитовидную железу на выработку гормона Т4, да? тетраиодтиронина, который выработается в щитовидной железе, попадет в кровоток. Следом он попадет в орган-мишень. Практически все органы имеют рецепторы к тиреоидным гормонам, гормонам щитовидной железы. Например, эти гормоны попадают в жировую ткань, Т4. Этот гормон Т4 в жировой ткани преобразуется в гормон Т3, тетраиодтиронин, один йод от него отщепляется. Он становится активным гормоном, который
например, будет стимулировать липолиз, сжигание жира в этой жировой клетке. Вот. И также этот Т3, он будет находиться и в крови. Ваш гипоталамус, понимая примерное количество Т3, он понимает, что, например, Т3 много, говорит, все, ТТГ не выделяем больше, и ТТГ выделяться не будет. Как только уровень Т3 снизится, снова гипоталамус поймет, что Т3 мало, и, значит, говорит, так, выделяем ТТГ для того, чтобы стимулировать щитовидную железу, чтобы она выделяла Т4, из которого впоследствии будет получаться Т3. То есть это механизм отрицательной обратной связи. Таким образом, что мы понимаем по уровню ТТГ? Много у нас гормонов щитовидной железы или мало? Если ТТГ очень высокий, выше 4. Норма 0,4-4 ТТГ. Если ТТГ выше 4, тиреотропный гормон, это говорит о том, что гормонов щитовидной железы очень мало. Если ТТГ ниже, чем 0,4, это говорит, что гормонов щитовидной железы очень много. И этот вопрос нужно каким-либо образом решать. Да? Вот. Когда вам эндокринолог в частной клинике прописывает, не прописывает, а назначает сдавать кроме ТТГ еще и Т3 и Т4, скорее всего, он имеет процент с лаборатории. Вот. Часто Т3, Т4 сдавать не нужно. Вот. И антитела к ТПО тоже постоянно пациентки зачем-то сдают антитела к ТПО, хотя их нужно сдавать Что такое всего лишь ТПО? один раз. Тиреоидная пероксидаза. Вот. Эти антитела нужно сдавать всего лишь один раз в жизни. Вот. А они сдают их постоянно, и эндокринологи, горе-эндокринологи считают, что давайте мы вам назначим витамин С, вы сдадите антитела к ТПО еще раз через месяц. Эти антитела к ТПО сами по себе просто снизились или увеличились, не зависит, да? Хорошо, значит, витамин С сработал, соответственно, продолжаем лечение, приходите ко мне еще через месяц, заплатите деньги и промониторируем уровень гормонов еще раз. Поэтому для мониторинга регулярные анализы – это в первую очередь ТТГ. ТТГ мы сдаем регулярно, в зависимости от того, какая у вас патология, с разной регулярностью. Там раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев или раз в 12 месяцев. В зависимости от патологии. От болезни. Хорошо, понятно. Слушай, я вот хочу тут еще небольшую такую штуку объяснить. Вот сейчас тебя слушал, и мне просто в голову пришла мысль. Вот очень часто специалисты всякого рода говорят, типа там гипофиз, гипоталамус понял, что уровень там Т3 низкий, нужно вырабатывать. На самом, с многими примерами там говорят, вот если ты ешь дробно, то организм понимает, что еды хватает, и он не будет запасать. Либо там, если организм понимает, что там инсулин высокий, и что там далее. Если это, то то. Ага. Так вот, я вот хочу такой пример привести. Вот представьте аквариум с краном, который вытекает, из аквариума вода вытекает, и еще один кран, в который вода втекает. Вот. И есть в этом аквариуме 2 датчика. Датчик нижнего уровня воды и датчик верхнего уровня воды. Так вот, и вот этот кран нижний, он у тебя как бы условно всегда открыт, и с него вода все время вытекает. Да. Когда вода дотекает до нижнего датчика, он сигнализирует о том, что воды низко становится, нужно вот этот кран открыть. Кран открывается, вода заливается туда. Вода поднимается до верхнего датчика, датчик срабатывает, кран перекрывается. То есть, и здесь как бы это не кран понял или не аквариум понял о том, что типа воды стало мало, нужно долить. Это происходит на вот таком чуть ли не механическом условно уровне, что если гормонов низко, сигнализируется сюда, что нужно долить. Если гормонов много, то сигнализируется о том, что хватит сюда уже лить. Вот. Да. То есть разумного замысла, такого, что типа кто-то там сидит и думает, такого, я думаю, что нету. Нет. Это определяют непосредственно рецепторы, датчики. Рецепторы раздражаются сильно, выделять не будем. Рецепторы практически не раздражаются, ТТГ мало, давай выделять будем. Да? То есть тут это на самом деле
как бы простой механизм, но вот этот механизм работает так просто именно в тот момент, когда мы имеем патологию. Когда у тебя нет патологии, да, это уже не выглядит как аквариум с кранами. Там очень сложная регуляция, понимаешь? Когда вот уже идет болезнь, это мы себе, люди, уже так интерпретируем на простой язык, да, и как бы так это понимаем. Но когда болезни нет, гормональная регуляция это гораздо сложнее, чем Нет, кран понятно, просто. да. Там Да, может это быть еще зависит от уровень многих факторов. соли в воде, еще один датчик стоит, Да, да, температуры да, с да, аккумулятором, который подогревает, еще один да. датчик. И там этих датчиков в аквариуме может быть там, ну, сотни. Да, Так так это чтобы вот все время получается. к гомеостазу какому-то стремилась вот эта вот жидкость вот в этом аквариуме. Да, а если мы говорим про болезнь, то да, тут как бы уже все, начинаются грубые нарушения, мы их видим. И тут уже, да, можно все это, ну, сравнивать вот с этими кранами. Очень хороший пример. Я всегда, я всегда объясняю примерно так, как объяснял сейчас, да, о том, что организм понимает, что гормонов мало, говорит, давай будем выделять. Ну, я как-то по-другому объясняю, может быть, в следующий раз Но что-нибудь с кранами буду придумывать им. Но на самом деле просто для людей легче понять, что типа организм понимает, но он как бы ассоциирует с собой, типа я же понимаю, организм у меня не глупый, тоже понимает все. Ну да. Че он, блин, не понимает, что ли? Ну, ну да, понятно. Не, Так, хороший пример. хорошо. Я потом на самом деле сейчас посидел, подумал, если я тут все записываю, вот я не переписываюсь, если что, кто смотрит, я записываю. Ага. Так, вопрос такой. Можно ли набрать вес на коках или после них? Ну, типа, могут ли оральные контрацептивы являться причиной избыточного веса, и либо после их отмены? Потому что у меня бывает такое, что мне пишут девочки, говорят о том, что я вот пила там оральные контрацептивы, перестала их пить, набрала вес. Либо, допустим, приходит после, я закончила пить оральные контрацептивы, вот набрала вес. Мгм. Да, смотрите, значит, оральные контрацептивы, препараты гормональные, да, то есть комбинированные оральные контрацептивы, если говорить о них, да, в них входят вот два составляющих. Это какая-то эстрогенная составляющая, как правило, это вещество этинилэстрадиол, и какой-либо прогестин, да, то есть производная прогестерона. Они могут быть абсолютно разные, и тут вот как бы у фармакологов по поводу эстрадиола мы стараемся делать это максимально какой-то вот безопасно. Одна молекула, этинилэстрадиол, максимально изученная. Потому что, как мы уже говорили, она может способствовать пролиферации, росту уже каких-то, если есть образования, которые эстроген зависимые, да, вот. А с прогестероном как бы все не так, и поэтому с прогестероном, с прогестиновой составляющей экспериментируют как хотят. И тут есть разные виды, да, вот этих прогестинов. Например, какие-то вещества блокируют рецепторы к альдостерону, и таким образом у пациентки больше нет отеков, если они были, или их просто меньше, да, возникает некоторый диуретический эффект, пациентка чуть-чуть больше писает. Ну, ты сам знаешь, у тебя, наверное, тоже некоторые твои подопечные грешат тем, что если хотят на весах какую-то цифру тебе показать более хорошую, она выпьет таблетку фуросемида на ночь, полтаблеточки, есть такие. Вот. Сейчас тоже потом Поэтому, поговорим про это. да, поэтому, в принципе, иногда набор именно веса, да, вот просто веса как веса, ну и зачастую это видят люди вот по лицу, вот у меня щеки стали, да, ну это просто диуретик убрали, и теперь ты просто не такая высохшая, что называется, вот. Это первый момент, да, то есть вы отменили прогестин с составляющей диуретической некоторой. Это первый момент, да, но не самый основной. Самый основной момент, по которому пациенты набирают вес на комбинированных оральных контрацептивах, мы говорили уже об этом, да, то, что гормоны, половые гормоны, они стимулируют аппетит. Вот, то есть сами по себе они никак не, ну, то есть в них нет энергии, в этой таблетке нет энергии. Там неоткуда этому жиру взяться, да, то есть, опять же, гормоны – это просто сигнал. В данном случае эстрогены не являются сигналом к накоплению жира.
они являются сигналом к перераспределению жира по женскому типу, да, то есть у мужчин и у женщин по-разному откладывается жир, да, у женщин в основном откладывается жир в нижней части тела, на ягодицах, да, на бедрах, ну и на груди, да, вот. У мужчин в основном жир откладывается в верхней части тела, на плечах и на животе, вот. И это является перераспределением как бы жировой ткани, да, вот. И если мы говорим о каких-либо эндокринных патологиях, да, вот когда говорят, я потолстел из-за гормонов, ты не потолстел из-за гормонов, у тебя произошло перераспределение жировой ткани. Например, вот кортизол, да, кортизол, я накортизолил, нанервничался, накортизолил, там, помнишь, это когда-то было, там, лет 5 назад. Ну да, это сейчас уже что-то все уже подзабыли. Да, все боялись кортизола очень сильно, еще помню, разговаривали мы с тобой еще в Платинуме давно-давно про кортизол очень много как-то. Значит, и происходит перераспределение жира, да, кортизол, например, как работает? Он перераспределяет жир на туловище, ручки становятся худенькие у мужиков, потому что, ну, мышечная масса страдает из-за того, что кортизол как бы отрицательно влиять может на это, да, высокие уровни. И снижается количество жира, например, на верхних конечностях, на верхнем плечевом поясе и на ногах. И весь этот жир перераспределяется на туловище, и он становится, они их паучками называют. У них большое туловище такое и тонкие конечности. Большая шея, лунообразное лицо, весь этот жир переходит просто в другие места, да. Но энергии в этих таблетках нет, да. Хоть ты принимай кортизол извне, хоть ты принимай тестостерон извне, принимай извне эстрадиол, да, любой гормон, там нет энергии. Жир – это энергия, которая запаслась, да. Просто эстрогены, например, если мы говорим про коки, они, во-первых, продуцируют распределение жировой ткани по женскому типу, из-за этого могут увеличиться вот несколько грудь, да, кто-то говорит, кто-то увеличилось, да, там бедра, да, могут увеличиться, вот. Но жир вы не накапливаете, ну, то есть там энергии нет, да. И кроме того, ну, это самое основное, сейчас я скажу, просто, ну, эстрогены, они стимулируют аппетит, да, гиперфагию. Вот, вообще все половые гормоны стимулируют аппетит у нас. Вот, ну и вы, соответственно, больше кушаете, больше энергии, тратите вы ее не больше нисколько, хотя, ну, вообще-то, эстрогены тоже являются анаболическими гормонами, как и тестостерон. Вот. И, по идее, жиросжигание должно лучше происходить, потому что, ну, эстрогены, они еще и должны стимулировать липолиз, они должны жир сжигать сами по себе, они так влияют. Да? Вот. Но вы просто начинаете больше кушать. Вот. Информация о том, что жир сжигать, как бы эстрогены они дают, вот. Но вы хотите больше кушать под действием эстрогенов, поэтому как бы он не сжигается, а вы только набираете. Тут такой эффект в первую очередь. Вот. Слушай, Ну, я вот хотел спросить. Может быть. Вот сейчас про отечность поговорим и по поводу... Суть в том, что мне кажется, что когда уровень эстрогенов еще завышен, люди становятся более, скажем так, эмоциональными, возможно, и чувствительными. И в связи с этим, когда у них есть еще какие-либо расстройства пищевого поведения, это еще сверху накладывается. И там, знаешь, дверью кто-то хлопнул, она там обиделась, и из-за этого еще больше есть хочет, помимо того, что у нее и так уже аппетит высокий. Ну вот, да, я думаю, да, тоже смотри, так же может это, еще. во-первых, да, ну то есть у человека есть нарушение пищевого поведения, например, компульсивное переедание. Нанервничалась, все, компульсия, надо кушать, вот постоянно действие какое-то, компульсия, да, вот обсессия, это когда человек повторяет какие-либо там в голове у себя, да, компульсия, это когда человек действия какие-то повторяет постоянно, вот компульсивное переедание, понервничал, все, надо что-то делать, да, вот постоянно какую-то монотонную работу, ну, ложкой кто-то работает, например, да, вот, поэтому как-то так. Еще, кстати, есть такая вещь, как синдром поликистозных яичников, да, который возникает вот у пациенток, например, с избыточной массой тела, да, вот, и у них продуцируется большое количество андрогенов,
яичниками. Ну, эстрогенов тоже, потому что они начинают ароматизироваться, да. Вот. Это к разговору о том, я забыл сказать тогда по поводу, можно ли снизить количество эстрогенов, когда про фиброаденому спрашивали. Вот. Мгм. Может быть, если вы имеете избыточную массу тела, то снизив ее, возможно, можно несколько привести в норму свои гормоны, понимаете как. Вот. Ну, это еще и, кстати, к разговору о том, что не гормоны вызывают изменения вашего внешнего вида, а зачастую ваше ожирение и плохой внешний вид уже отражается на ваших гормонах. Да, безусловно. Чаще всего вот мне тоже говорят, у меня лишний вес из-за гормонов. Я говорю, возможно, у тебя Наоборот. проблемы с гормонами из-за лишнего веса. Да, это Но, невозможно, это скорее всего. но люди в первую очередь лучше переложить свою ответственность на гормоны, нежели чем на себя. Да, да. Гормоны Так это легче жить. чужие, наверное, не твои, какие-то чужие. Так, ладно. Такой вот вопрос. На самом деле мне самому очень интересно, вообще откуда он возник. У нас в группе девушка, спросила свое мнение. Я сказал свое, но опять же, я в этом вообще не эксперт. Свое личное мнение сказал. И вот такой вот вопрос. Куда я взял? Как работают ли политики, работают ли вообще? Если да, то как? Если нет, то почему? И почему я хочу вот здесь еще добавить, что люди хотят, допустим, выпить какую-нибудь, к примеру, сжигающую таблетку. Допустим, вот просто пример, возьмем L-карнитин. Ну, сейчас, понятное дело, что сейчас уже все подзабыли про него, на самом деле. Да. Вот. Но дело в том, что у человека, вот ты сейчас скажешь, правильно я мыслю или нет, у человека с избыточной массой тела уровень энергии в доступном виде, то есть в кровяном русле, в виде жирных кислот, он уже повышенный. И Да. организм всеми способами пытается жир как-нибудь уже подтолкнуть тебе, типа, утилизируй его, там, потрать, тренируйся, еще что-то. То есть у человека, как сказать, потенциал к жиросжиганию гораздо выше, нежели чем у какого-либо атлета. Вот, то есть у него энергия, вот она, типа, она уже высвобождать даже не надо. А как раз-таки многие жиросжигатели, допустим, если мы берем L-карнитин как жиросжигатель, то он как раз-таки эту функцию выполняет. Вот, а теперь вопрос к липолитикам. И правильно ли я думаю? Смотрите, значит, по поводу вообще липолитиков, про какие липолитики идет речь. То есть, смотрите, если мы говорим про липолитики, системные липолитики, да, то есть, которые будут, что такое липолиз, да, расщепление жира, да, которые будут стимулировать липолиз, расщепление жира во всем организме, да, если про эти липолитики идет речь, да, то это, некоторые, в первую очередь, да, гормональные препараты, которые будут давать информацию организму о том, что давай жир сжигай. Вот. Но опять же, пока вы эту энергию, которая в кровяное русло, эти жирные кислоты, пока, они попали туда, но если они не расходуются, они обратно в жир уйдут. Вот, так это работает. Смотрите, по поводу системных липолитиков, да, это, как правило, какие-либо, прямыми липолитиками их никогда нельзя назвать, да, то есть они работают опосредованно, либо они увеличивают, да, термогенез, да, то есть вы начинаете сильнее разогреваться, из-за этого больше энергии тратит ваш организм, да, вот. Либо они, стимулируют, собственно, окисление жирных кислот в клетке с образованием уже не просто что называется, энергии в виде тепла, да, а энергия, например, на сокращение мышцы, например, да, вот. Значит, и это что касается системных липолитиков. Вообще тут эта тема очень обширная. Это вообще тема отдельного, наверное, ролика какого-то. Вот. Если мы говорим про липолитики местные, я подразумевал, что речь почему-то идет про них в первую очередь. Да, про них в первую очередь. Подколоть проблемные зоны, какие-то там зоны подбородок, какие-нибудь там бока, либо там еще что-то. Я не знаю, что там люди ходят. Да, значит, вот смотрите, липолитики местные, да, которые инъекционные, то есть которые колятся вот в эти ваши проблемные зоны и места. Значит, они делятся на два типа: прямые липолитики и непрямые липолитики, да. Значит, сейчас поговорим
про непрямые липолитики. Хочу начать с них. Да? Как правило, в состав этих непрямых липолитиков, то есть которые не прямо расщепляют жир, а которые стимулируют высвобождение жирных кислот в кровь из этих жировых клеток, из адипоцитов. Да? Что в состав входит этих инъекций? Первое – кофеин. Да? Первое – это кофеин. Второе – L-карнитин. Да? Часто может туда входить какие-то антиоксиданты, типа глутатиона, какого-то еще чего-то. И зачастую туда входят также какие-то растительные компоненты, которые как-то должны способствовать, возможно, жиросжиганию. Вот. И зачастую еще применяются какие-либо вазоактивные препараты, которые как-либо влияют на сосудистую стенку. Вот. Значит, эффективность этих препаратов, она низка, чтобы вы понимали, да? То есть в данном случае вот весь состав, который я перечислил, да, это, ну, вот так широко объяснил, примерно так они все вот эти вещества в себе и содержат, да. Практически никакого эффекта, даже теоретически, мы ожидать не можем. Во-первых, кофеин сам по себе не является каким-либо адреномиметиком, да, то есть веществом, которое, например, да, похоже на адреналин и будет вот напрямую стимулировать, говорит, давай сжигай жир, потому что нам энергия срочно нужна. Да? Кофеин – это вообще аналептик, это вещество, которое блокирует, ну, чувство сна, как будто, чтобы вы понимали, да, вот, то есть прямым жиросжигателем он каким-то не является, да. При приеме его не внутрь системно, а местно в инъекции, да, он даже не окажет эффекта анорексигенного, да, то есть зачастую на некоторых дозировках кофеина вы можете не хотеть Снижение кушать какое-то аппетита. время. Угу. Да, при местных инъекциях вы не будете чувствовать этого эффекта. Это что касается кофеина, он там практически бесполезен. Вот. Если мы говорим про L-карнитин, то, возможно, какой-то эффект он может оказать. Ну, вот послушайте, по правилам, да, вводится игла где-то на 5-6 миллиметров, да, вглубь, и расстояние между инъекциями должно быть от 6 до 12 миллиметров. Ну вот смотрите, сантиметр, да. Как вообще должен повлиять, подействовать этот L-карнитин? Вот вы вот расстоянием в сантиметр колите эти инъекции, да? L-карнитин, он должен попасть в кровь, или он должен, ну, являясь липофильным веществом, он должен попасть сразу в несколько этих жировых клеток. Как это должно происходить, да? То есть в данном случае даже теоретически эффект непрямых липолитиков, он очень сомнителен, очень сомнителен. Вот. Но, как говорят, эффект какой-то есть. Вот. Возможно, что он связан с тем, что пациенты, кроме этого, соблюдают еще и нормальные правила диеты и физической активности, да, и поэтому количество подкожной жировой клетчатки снижается. Это что касается непрямых липолитиков, да. Они, кстати, ну, довольно-таки безопасны. Ну, местные явления бывают, конечно же, это какие-то синячки и так далее, да. Это самое частое. Теперь поговорим про прямые липолитики, да. Сейчас, перед тем, как ты будешь говорить, это на самом деле вот как раз-таки по большей части ответ на вот этот вопрос. Просто девушка говорит, я говорю, а зачем они нужны? Они говорят, я говорю, я считаю, мое субъективное мнение, что это крайне неэффективно, но это ладно. Она говорит, ну, мне сказали, что это неэффективно, если не тренироваться и не следить за питанием. А если, ну и плюс липолитики, то это будет работать. Я говорю, если из этого списка убрать липолитики, то это также будет работать. Да, а без питания, без тренировок, если они работают, нахуй они тогда, блядь, нужны тогда? Если из этого списка их убрать можно. Да, то есть липолитики в данном случае, вот в этом уравнении, оно работает и без них, это уравнение. Понимаете? А если вы исключите диету, то ничего не сработает вообще. Хоть сколько обкались, ну, как бы, вот так. Смотрите, значит, есть прямые липолитики, да, это уже вещества серьезные, мягко говоря, да, вот, мягко говоря, серьезные, это вещества опасные, чтобы вы понимали, вот, то есть зачастую используются такие вещества, например,
как фосфатидилхолин, либо еще, я забыл название вещества, значит, используется, оно входит в состав желчи нашей человеческой, да, и как работает желчь вообще в организме? Она эмульгирует жиры, расщепляет жиры на очень-очень-очень маленькие микроскопические такие мицеллы, да, на микроскопические пузырики жира, капельки жира, которые уже могут в сосудистое русло впитаться. Значит, это к тому, как могут работать эти липолитики, чтобы вы понимали, да? То есть прямые липолитики, они не стимулируют как бы большую продукцию энергии клеткой, да? Как бы в теории должны работать липолитики не прямые, вот с кофеином или L-карнитином. Прямые липолитики просто разрушают клетку. Сука, я вот как раз таки и говорил. Я говорю, я не знаю, как они работают, но если мы возьмем механизм того, что они разрушают мембраны клетки, и в межклеточное пространство высвобождаются жирные кислоты, то в любом случае они должны попасть в кровяное русло, чтобы в дальнейшем утилизироваться. И должны окислиться, да. Давай. Смотрите, значит, эти вещества, они напрямую просто убивают клетки, да, организма вообще. Это вещества, которые растворяют жиры. Наши клетки, не только жировые клетки, вообще все клетки, да, оболочка состоит, как правило, из фосфолипидов, да, то есть или там гликопротеидов, да, вещества, которые в себе содержат жиры. Билипидная мембрана, как правило. То есть, как правило, да, мембраны клеток, они из жиров состоят. И куда бы ты ни уколол это вещество, фосфатидилхолин, эти клетки умрут. Ну, скорее всего. Ну, жировые клетки легче всего просто подохнут. Вот. И тут как бы есть проблема в том, что зачастую мы видим местные реакции в виде липодистрофии, да, когда у человека дырка в животе. Когда вот он колол себе, она колет себе вокруг пупка, все нормально, и справа от пупка дырень. Это что такое? А это чуть-чуть много липолитика укололи, и теперь там вообще жира нет. Там просто дырка с рубцовой тканью. Вот я как раз таки хотел привести пример и сравнение. Я даже в группе приводил, я не знаю, если девочки вот сейчас смотрят, помнят. Я сказал, что, я опять же говорю, я в этом не разбираюсь. Вот я так бегло в интернете посмотрел, своего рода липолитики – это химическая липосакция, только без удаления вот этих самих продуктов. Я просто так, как я подумал, если, допустим, мы разрушаем мембрану, суть в том, что, девочки, смотрите, чтобы вы понимали, количество адипоцитов, то есть жировых клеток, в организме, оно примерно константно. И оно в жизни, в течение жизни не особо меняется. Там есть, конечно, несколько правил, несколько исключений, там во время беременности, либо еще чего-то, но в целом адипоцит, то есть жировая клетка, она не делится, она просто растет, ну, сколько угодно она будет расти, если человек много будет есть. Вот. Если, допустим, я сделаю себе липосакцию с живота, то в целом у меня, я не могу 100% жира убрать оттуда, я уберу, к примеру, 50%. И теперь у меня жир не будет накапливаться на животе больше никогда. Но дело в том, что накапливаться он все равно где-то должен. И он будет накапливаться в других местах, не свойственным для меня. Например, на шее. Или, может быть, на пальцах. Либо, опять же, можно, конечно, и так и набрать, что и на животе будет такой же объем. Но только раньше этот объем... Ну, вот как сказал, допустим, Егор, это может быть либо каким-то образом, что явно видно, либо, опять же, эти адипоциты, просто их было 100 штук, я убрал 50, но и теперь у меня эти 50 могут опять разрастись до размера тех 100 штук, но по факту их 50 будет. Да, хочется чуть-чуть отметить по поводу деления вот адипоцитов. Они могут делиться, их количество может увеличиваться. Да, оно увеличивается в такие вот, в первую очередь, критические для организма человеческого моменты. Да, вот первые годы жизни, если ребенок испытывает какое-либо зачастую или сильное голодание, или переедание, количество адипоцитов, оно может расти, оно может делиться, но оно не может снижаться. Вот если у тебя было 100 жировых клеток, стало 110, сколько бы ты ни худел, их и останется 110, просто они будут чуть-чуть меньшего объема. Так вот, кроме того,
когда мы разрушаем мембраны клеток любых, в клетке там находится не только жир, вы понимаете, там еще находится куча продуктов метаболизма, которые не должны оказаться в кровотоке. И мы зачастую видим симптомы воспаления в организме, да. Например, да, когда у нас разрушаются печеночные клетки или мышечные, мы видим повышение уровня печеночных, например, ферментов АЛТ и АСТ, да. При разрушении других клеток мы тоже будем видеть повышение некоторых, да, факторов, в первую очередь воспалительных каких-то изменений крови. То есть это, в организме происходит воспаление, там умирают клетки, понимаете, они просто растворяются у вас под кожей. Вот. Происходит воспаление. В этом месте, где будет воспаление, может происходить процессы фиброза, да, после воспаления. То есть вы можете оказаться не с красивым животиком и прессом, а с фиброзом, да, то есть там просто со шрамом на этом месте и все. Вот. Зачастую, если мы уколем сильно много, слишком концентрированный раствор или глубоко, например, в мышцу, нас ждет некроз этого места, просто смерть этой ткани. Вот. Поэтому прямые липолитики, я бы не сказал, что они сильно безопаснее липосакции. Вот. Возможно, что липосакция даже несколько безопаснее, потому что мы хотя бы знаем точно, какие будут последствия. Почему так сильно развито применение вот этих вот веществ, да, местных липолитиков? Вот, потому что пациентам кажется, что это безопасно, не нужно ложиться там под стол, это не так много денег стоит, за раз не нужно там 1 миллион отвалить условно, да, а ты можешь ходить раз в месяц 5000 платить и в щеки там себе колоть, например, и будет казаться тебе, что щеки станут меньше. Кстати, на щеках у людей не так уж и много жировых отложений, и если попасть в какую-нибудь мышцу жевательную, вот, ничего хорошего не будет, если попасть в мышцу этим липолитиком, как бы жевательную мышцу растворить. Ну, вы похудеете, безусловно, если вы растворите себе жевательную мышцу, есть вы не сможете, как бы, вот, но ничего хорошего ждать не приходится от данных препаратов. Вот. И я бы не рекомендовал. Моя коллега вот у нас в эндокринном отделении в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний. Она работает, и как частная практика у нее, она занимается вот такими вещами. Она занимается антицеллюлитным массажем аппаратным, она занимается вот этими инъекциями местными, да. То есть, чтобы вы понимали, если это врач, хороший врач, который лечит настоящие заболевания, да, и вот как бы все по-настоящему, это не значит, что он не хочет зарабатывать деньги на тех людях, которые не болеют, а просто хотят что-то себе сделать. Зачастую неэффективно абсолютно. Вот и она, платишь деньги, хорошо, сделаю тебе антицеллюлитный массаж каким-то там аппаратом. Сделаю тебе там еще каким-то аппаратом, там они током бьют тоже там по целлюлиту, якобы он уйдет. Вот. Или давай уколем тебе каких-нибудь уколов, где, в принципе, только первокурсник медицинского университета не поймет, что это, по идее, работать не должно. Да, кофеин с L-карнитином в жировую клетку, если бы все так просто работало в организме, послушайте, например, вот недавно Филипп Бедросович Киркоров сделал себе липосакцию. То есть там у него прям он себе вырисовал прям кубики пресса, грудные мышцы из жира, как бы он себе это сделал, да. Что вы хотите сказать, что человек, который имеет неограниченные просто средства денежные, да, которые ему выделят ради того, чтобы он только был красивым, привлекательным, вы думаете, что он бы сделал себе липосакцию, а не применял бы какие-то местные процедуры, да, типа липолитиков? Или там массажа, LPG-массажа какого-нибудь. Да, чтобы вы понимали, это дешевое, дорогое решение. Да? Люди, которые не имеют
очень большого достатка выбирают всегда такое. Они будут всегда платить по чуть-чуть, но постоянно. Да? И зачастую Я себе вы сейчас тратите тоже деньги запишу, я тут все куда? записываю. Вот. И люди тратят вот так вот по чуть-чуть. Я вот каждый месяц, 3000 буду приносить, больше себе позволить не могу платить. И, может быть, это даст какой-то эффект. А может быть и нет. И почему-то люди на это идут. Вот. Но эффект будет, от прямых ли политиков будет. Ну, в таком случае выбирайте прям опытного врача, который точно уколет туда, куда надо, и не будет никаких местных осложнений, потому что осложнения могут быть прям серьезными, вплоть вот до местного некроза тканей. Ну, вот слушай, я вот как раз таки две мысли держу в голове. Первое, что если бы это вообще бы не работало, то, скорее всего, бы, ну, люди бы, конечно, бы один раз бы обожглись, второй, третий, пятый, сотый, там, но они бы перестали бы этим заниматься. Все-таки это, скорее всего, работает. То Скорее есть всего, какой-то эффект есть. прямые ли политики работают, и я видел вживую эти эффекты, но я ни разу не видел красивого живота после ли политиков, понимаете? Я видел красивый живот после фитнеса, после 10-20 лет занятием спортом, а после 10 инъекций ли политика я не видел красивого живота, я видел только уродство. Так Но вот, жир уходил. Так вот, я вот хочу спросить это тебя. Вот смотри, если я уколол себе липолитик, как я представляю, опять же, я растворяю там клеточную мембрану, потом жир пропадает у меня в русло, у меня вот здесь уже жира нет. Но этот же жир никуда из организма не делся, он, скорее всего, осядет у меня где-нибудь, ну, условно, на жопе. Или Ну да, нет? если ты его сейчас не потратишь, он не будет окисляться. Если тебе не нужно будет тепло, если ты не будешь сидеть в ванной со льдом, если ты не будешь в этот момент тратить какое-то количество калорий, да, ну куда эти жирные кислоты пойдут? Ну они не окислятся никуда, они снова усвоятся в жир. Только уже в печени, например, куда-нибудь, или в поджелудочную железу, где угодно. Органы тоже могут ожирением болеть у нас некоторые. Вот, Угу. поэтому куда Ну и вот угодно. как Нет, ты если не говори. тратишь, то оно накопится так или иначе в другом месте. Вот я как раз таки и сказал, что если бы это бы работало, и это работало бы крайне эффективно, ну и знаешь как, то моя бы работа как профессия бы исчерпала бы себя. Потому что Конечно, зачем нужен я, если есть и более простой, и в целом по цене не такая же большой там и разбег получается. конечно, но по факту получается... Меня слышно? Слышно, но хуже. Так, сейчас, секундочку. Так, Вот сейчас подождите. слышно. Сейчас должно быть. Сейчас слышно, слышно. Во-во-во. Я просто переключил с наушников, они сейчас... Вот. И на зарядку поставлю телефон. Значит, о чем говорили, последняя фраза твоя была? Последняя фраза, что если бы это работало бы эффективно, то моя бы работа бы исчерпала бы себя. Да, по То я бы с факту голода бы получается, умер. что фитнес и диета это вообще это самое эффективное лечение и на самом деле большинства заболеваний, о которых мы вообще сегодня с вами говорим, вот, да, гестационный диабет, да, просто ожирение, какие-либо там проблемы с менструальным циклом и так далее, зачастую ну, все эти проблемы мы можем решить диетой и физической активностью. Вот. Только И нужен человек, предотвратить. который над вами будет, ну, как бы сидеть и перед которым будет стыдно, если вы не похудели все-таки на эти 5-10% за полгода. Мгм. Слушай, вот еще такой вот вопрос, даже не вопрос, это как больше утверждение. Когда у меня чек был на мою работу меньше, я сейчас вообще хочу еще поднять, потому что люди осознанно не приходят. Но это ладно. Суть в том, что когда чек был меньше, очень сейчас меньше стало, раньше больше было. Ко мне приходили люди, и особенно в зале, когда я работал, вот когда я в зале работал, вот слушай, что, типа, что-нибудь хочу выпить, чтобы похудеть. Мгм. И
Я им говорил, ну, слушай, если ты действительно что-то... Ну, у нас с ними так все хорошо, там, тренировки, питание, там, режим, эмоциональность в целом хорошо, но вот она просто хочет что-то пить, вот, типа, я хочу что-то пить. Я всегда говорю, ну, если хочешь что-то пить, ну, вот, купи себе, я не знаю, L-карнитин, лучше маловероятно будет, хуже, скорее всего, не будет. Поэтому вот хочешь что-нибудь попить с надписью для жиросжигания, попей L-карнитин. Ну, смотрите, значит, вообще у нас есть арсенал препаратов довольно-таки большой, который как-то может способствовать вашему похудению. Да, то есть препараты, которые могут способствовать увеличению термогенеза, которые могут способствовать увеличению расхода энергии. Но чтобы вы понимали, при употреблении психостимуляторов, каких-либо даже серьезных там психостимуляторов типа метамфетамина, зачастую расход энергии увеличивается не более чем на 8%. Вот. Поэтому расход энергии им можно пренебрегать. Основа препаратов в первую очередь заключается в снижении ощущения голода. Да, то есть Голода, да. анорексигенное действие, да. Но все-таки у нас есть препараты, которые как-то липотропные, да, препараты, которые могут способствовать сжиганию уровня жира. Какие, да? Например, препараты, которые увеличивают чувствительность к инсулину, да. У нас есть БАДы некоторые, которые увеличивают чувствительность к инсулину. У нас есть препараты бигуаниды, которые применяются в медицине, типа метформина, которые будут увеличивать чувствительность к инсулину, да. То есть, если вы уже имеете избыточную массу тела, вы имеете резистентность к инсулину. И некоторые препараты могут способствовать ускорению восстановления вот этой чувствительности. Это есть, да. Также в 60-е годы, 70-е изобретались некоторые препараты под такими как бы кодовыми, да, названиями, как называется, пытались это так назвать, как упражнение в таблетке. Вот. То есть, что это такое? Да? Есть такие препараты, некоторые из них продаются легально, некоторые запрещены антидопинговым агентством и вообще уже не продаются легально никак. Да? Препараты, которые, они сделаны на основе похожим механизмом для, как раньше применялись препараты от диабета, препараты типа пиоглитазона, агонисты PPR-гамма-рецепторов, да. Что это дает? Когда мы эту таблетку употребляем, происходит окисление субстратов в мышцах без, собственно, физической активности. У нас есть такие препараты есть. Вот. Но так или иначе, из-за того, что происходит окисление субстрата в мышцах, будет несколько повышаться температура тела, физическая активность, выносливость, сила, они тоже увеличиваются у этих пациентов. Но вы и из-за того, что окисление происходит, вы можете сильнее хотеть есть. И эти препараты, они не нашли такого применения в медицине, потому что если мы не применяем зачастую какие-либо препараты анорексики, которые будут снижать чувство голода, да, к этим препаратам, либо, если, понимаете, эти препараты просто выпускать в свободную продажу, во-первых, их будут использовать спортсмены для улучшения скоростно-силовых качеств. Вот. А во-вторых, лечение ожирения все-таки должно быть максимально, что называется, физиологичным, да, поэтому данные препараты официально в медицине не применяются, официально они нигде не продаются, но в целом на черном рынке их купить можно, у нас есть большой опыт использования, в смысле в спортивной среде этих препаратов, вот, в частности, в основном, если мы говорим про фитнес и бодибилдинг, наверное, никто, кроме женских категорий типа бикини, эти препараты не применяет. Вот. Это типа GV 15-16, типа вот эти фитарин, андарин, вот эти препараты.
Мгм. Ну да, есть там же еще ряд тоже препаратов, Да, они которые... до сих пор как бы распространяются под своими кодовыми названиями, они не имеют нормальных фармакологических названий. Опять же, повторяюсь, там GV1516 или GV1618, то есть у них кодовые названия, потому что на фармакологический рынок ни в каких странах, ну, они так и не вышли. Но они применяются спортсменами, эти препараты. Да, у нас есть много препаратов. Ну вот есть, допустим, еще препараты же такие, типа как этот бронхиальной астмы. Э, Да. Да, вот, смотрите, ну, препараты, которые применяются для лечения бронхиальной астмы, как они работают? Препараты, применяемые для лечения бронхиальной астмы, являются адреномиметиками, да, то есть они работают в наших некоторых тканях, не во всех. Они некоторыми тканями воспринимаются как адреналин. Адреналин является мощным липотропным фактором, да, ну, то есть он стимулирует высвобождение жирных кислот из депо, вот. И, кроме того, он снижает чувство аппетита, да, адреналин. Вот, любой стресс будет, да, снижать чувство аппетита в норме, если у вас нет компульсивного переедания. Вот, да, поэтому, здесь это не поможет. да, Здесь это не человеку... поможет зачастую, если там вы Потому что присядете. человек, он и так есть хочет, не хочет, он просто ест. Для него Да, как бы да. нету критерия Иногда под голодный действием я. психостимуляторов, если вы присядете на панику, на какую-то там, то вы наоборот начнете это заедать, да, если вы имеете компульсивное переедание, нарушение пищевого поведения, это не всегда поможет. Вот. Как-то так. Значит, вообще официально в медицине используются 3 группы препаратов, которые могут способствовать, ну, для снижения массы тела, да. Первое – это анорексики, да, вот препараты, которые снижают потребность в пище, это официально это один препарат, одна группа препаратов, это агонисты глюкогоноподобного пептида, это инъекционные, к сожалению, препараты, но благо их некоторые препараты из этих можно колоть всего лишь один раз в неделю, подкожно в живот делается инъекция. Вот. Значит, эти препараты, они снижают потребность в пище у пациента по такому механизму, что в первую очередь у пациента замедляется пассаж пищи по кишечнику. То есть она чуть-чуть медленнее проходит по кишечнику, вы не так часто хотите кушать, вы не хотите перекусывать, и вы быстрее наедаетесь. Ну, вообще, это препараты изначально для лечения сахарного диабета второго типа, потому что он регулирует правильную выработку инсулина в ответ на пищевой стимул. Это первая группа препаратов, которая используется, самая новая группа препаратов. Также у нас еще есть вот анорексики типа сибутрамина, да. Это препараты, которые блокируют обратный захват нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин. То есть в мозгу увеличивается количество этих нейромедиаторов, мы не хотим кушать, имеем активность, да, более такие активные, работаем и все такое. У нас некоторые коллеги в том числе работают под действием этих препаратов и эффективно худеют тоже. Значит, под действием сибутрамина. Также еще третья группа, которая вот последняя, которая официально применяется, это препараты, которые блокируют всасывание жира в кишечнике. Вот. Их иногда называют банкетными таблетками. То есть, когда планируется какой-то банкет с тортом каким-то жирным и салатами, мы можем съесть данные препараты, и жиры не всосутся. Те жиры, которые мы съели, они просто не всосутся. Проблема заключается в том, что эти препараты вызывают стеаторею. Если жир не всосался, значит, он вместе с калом должен выйти. Стеаторея, жирный кал, как правило, кал имеет, зловонный запах, мажущий, и, в общем, ничего хорошего. Поэтому пациенты, применяющие данные препараты, в первую очередь худеют не из-за того, что у них жиры не всасываются, а из-за того, что они не хотят просто эти жиры есть в большом количестве, потому что им придется на туалете много сидеть. Как-то так.
Вот. Это официальные препараты, которые применяются. Также еще есть препараты, которые прописываются off-label, конечно же, да, которые влияют на инсулинорезистентность, снижают потребность в пище. Это не обязательно должны быть адреномиметики, есть некоторые БАДы, которые могут этому способствовать. Вот. Например, пикаринат хрома несколько может снижать аппетит у пациентов, да, и так далее, и так далее. БАДы существуют, которые могут этому способствовать. По поводу БАДов, если и вообще добавок медицинских препаратов, которые могут использоваться в фитнесе, бодибилдинге, ну, в данном случае для снижения массы тела. Если вам интересно, можно сделать отдельно вообще по этому поводу ролик, лекцию, презентацию. Ну, то есть это область моих интересов, и, ну, мне есть что тут рассказать. Если вам интересно, то почему бы и нет. Да, да, вот сейчас последний вопрос, и уже потом более подробно тоже расскажу об этом. Давай, крайний вопрос, вот такой. Могут ли головные боли быть причиной каких-либо сбоев в организме? Если да, на что стоит обратить внимание? Болит височно-лобная часть, и чаще всего болит, когда меняется погода. Но может быть и без изменения погоды, но может так. Короче, это может даже быть при нормальном давлении. Угу. Как ты думаешь, что это может быть и вообще на что стоит обратить внимание в этой ситуации? Смотрите, когда мы испытываем головные боли, естественно, в первую очередь доктор должен обращать внимание на изменение артериального давления. Это самое первое и основное, самое главное, да? Вот. Дальше. Официальная медицина не верит. Это странное вообще сочетание слов медицина и верить. Но давайте как бы попроще сейчас отнесемся к этому, да. Официальная медицина, она не учитывает возможность вот этой метеочувствительности пациентов, да. Официальная медицина исключает метеочувствительность. Считается, что погода никак не может и не должна влиять. Но по факту влияет на ощущения, это влияет. Может быть, мы не видим анализы, мы не видим каких-то серьезных изменений в показателях, да, как измеримых, которые мы можем измерять. Но ощущения пациентов, ну, они говорят о чем-то, да, и зачастую, ну, я даже прихожу в отделение, и вот сегодня погода, например, ну вот завтра будет туман или завтра будет снег, ты знаешь. И вот у большинства пациентов, которые имеют артериальную гипертензию, в этот день давление повысится. Ну, есть такое, как бы, ну, как-то по опыту ты это замечаешь, но официальная медицина отвергает метеочувствительность. Вот. Поэтому, конечно Только же... подожди-ка сейчас, извини, что перебиваю, просто это лично, опять же, мое субъективное мнение, почему медицина отрицает, отвергает это по той причине, что это достоверно нельзя проверить. То есть, чтобы это проверить, чтобы, во-первых, проверить это, тебе нужно сдавать анализы какие-либо непосредственно в плохую погоду. Да. Вот, и непосредственно в тот момент, когда ты еще чувствуешь, и при этом еще, да, какие анализы сдавать, давление у тебя смотреть, кровь смотреть, либо температуру смотреть, либо гормоны смотреть, либо, ну, то есть давление в целом, короче, тебе нужно слишком много факторов связать, атмосферное давление, температуру, а еще тебе нужно это все в один момент поймать, чтобы тебе и плохо было, и температура соответствовала, там, и погода соответствовала. Зачем мне это смотреть? Никто от плохой погоды не умирал, понимаешь? Ну, то есть, почему я должен тратить деньги и исследовать это, например, Российская Федерация, да, почему она должна выделять деньги на то, чтобы изучать какую-то метеочувствительность, от этого никто не умирает, ну... Чуть-чуть меньше на заводе произведут баклашек сегодня каких-то. Завтра погода будет хорошая, произведут в 2 раза больше. Выбора у них нет. Как бы видите как. Вот. Поэтому такие вещи не изучаются. Но метеочувствительность, она все-таки, ну, по опыту, да, она существует. Вот. Я хоть и молодой доктор, как бы опыта у меня немного, но все-таки метеочувствительность, она есть, так или иначе. Вот. И если это никак не связано с артериальным давлением, да, то возможно, что это связано, если вы имеете избыточную массу тела, да, это может быть связано с накоплением, например, в сосудах, магистральных сосудах, больших сосудов, имеется в виду сонные, например, артерии, да, накоплением там
каких-либо атеросклеротических бляшек, да, накоплений, которые будут сужать просветы, да. И если мы говорим про метеочувствительность, мы же можем не замечать каких-то мелких сосудистых нарушений. Хорошо, на артериальное давление, на плечевой артерии это не влияет, погода, к примеру, да, а на калибр и давление в мелких артериолах и сосудах головного мозга мы же не можем там давление измерить никак. Ну, внутричерепное можем, но давление в сосудах мозга мы не можем измерить, да. Поэтому пациенты, которые испытывают частые головные боли, какую-то метеочувствительность, они обращаются к неврологу. Невролог, как правило, исключает, во-первых, артериальную гипертензию. Второе, заболевание вот этих вот артерий, да, проводится доплерография сосудов шеи, да, для того, чтобы мы смотрели, какие у нас там есть завихрения тока крови, сужение сосуда, какие-то там изменения тока крови, да, сонным артериям, которые артериальную кровь в мозг доставляют, да, вот. Делается МРТ головного мозга. Если там не находят, ну, МРТ головного мозга дорогая штука будет, да, относительно 10 тысяч там такая. Если не находят никаких изменений, тогда пациенту пытаются назначить какие-то слабые вазоактивные препараты, да, вот как бы препараты для мозга сосудорасширяющие, да, типа винпоцитин, всякие слабенькие ноотропы, ницергалин, там какой-нибудь гинкобилоба, пироцетам, фенибут. Если это не помогает, тогда переходят к антидепрессантам, потому что головную боль испытывать долго нельзя. Дело в том, что ноцицепция, ощущение боли, это на самом деле очень сложный механизм. И если мы его очень долго испытываем, эту боль, то может быть так, ну, это по-простому называют Возникновение очага. замыкание патологического очага, да. То есть у вас уже нет воспаления, например, или какого-то там заболевания сосуда где-то, да, вот. Но вот эта вот патологическая связь нейрональная, она осталась. И вы можете испытывать эту боль очень долго. Уже нету никакой причины этой боли, да. И такая боль нейропатическая зачастую лечится антидепрессантами. Очень эффективно. Да, антидепрессанты выписываются не только грустным людям, чтобы вы понимали, да, они выписываются при многих заболеваниях. Мы уже сегодня говорили про синдром раздраженного кишечника и так далее, да. Вот. Поэтому головная боль – это очень неспецифический симптом. Вы сами понимаете, головная боль, да хрен его знает, от чего там болит голова. Может быть много симптомов, да. И, как правило, терапия подбирается симптоматическая. Обычно не находят никакой причины головной боли, да. Симптоматическая терапия, длительная, ну, собственно, и все. Обычно это так. Но самое главное – терпеть боль. Слушай, а вот может, допустим, это быть связано, ну, это по большей части, с эмоциональным состоянием? Ну, допустим, человек все время нервничает, переживает, и у него, допустим, там возникают эти вот головные боли. Человек все нервничает, переживает, и тут проблема, скорее всего, сосудистая будет, так или иначе, да. Все-таки головная боль в первую очередь связана с сосудами, как правило, с нарушением сосудов, да, какое-то повышение давления, да, там что-то где-то как-то, да, вот. Поэтому звук пропал. Вот, все появился. Вот если ты переработал, говорю, и у тебя болит голова, ну, у нас есть объяснимая причина. Я как врач тебе скажу, слушай, может, ты переработал, может, ты не досыпаешь или еще что-то, да. Но если мы исключаем такие простые причины, и мы пытаемся найти органическую патологию какую-то непосредственно, да, то зачастую мы ее не находим. Вот. Понятно, что любой врач не только при болезни, при боли в голове, а вообще любой врач даст тебе рекомендации. Слушай, нужно меньше стрессов, лучше спи, высыпайся, вовремя ложись, в одно и то же время ложись, в одно и то же время вставай. Это общие рекомендации. Понятно, что от недосыпа и каких-либо других нарушений режима может болеть голова, да и все что угодно. В принципе, все. Сейчас что хочу добавить. У меня есть один знакомый специалист, как раз-таки, это тоже про него как-то и говорил.
он занимается как раз-таки вот заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И он говорит, ко мне пришла девушка, ну, он там больше врач ЛФК, но он там... Я подумал, что сейчас будет речь про головную боль и про остеохондроз. Нет, ну очень похоже, но нет. Он говорит, пришла девушка, у которой все время болела спина, она уже там и к одним специалистам ходила, и к другим ходила, и к пятым, уже у всех была, наверное, она уже там собралась уже себе там резать, а он говорит, а я смотрю снимки, провожу различные тесты, там, ну там тест ЛСЭГа, там ногу там закидываешь, там поворачиваешь. Да. Вот, он говорит, все тесты отрицательные, по снимкам ничего нету, а боль есть. И боль, типа, хорошая, там, баллов 6-7. Ну, она, типа, не все время, но, типа, вот, блядь, сегодня болит. Вот. И он ей говорит, слушайте, попейте какие-нибудь успокоительные, даже какие-то легкие, и у вас, скорее всего, все пройдет. Ну, в принципе, оно так и случилось. И вот как раз-таки он объяснил это тем, что вот то, что ты сейчас сказал, в голове образуется как-то очаг боли, как ты там по-умному сказал? Да, патологический очаг замыкается, что называется, такая ассоциативная связь, понимаете, замыкается, вот. И вам да, и то есть... так происходит с любыми вещами, которые у вас в жизни происходят, понимаете? Если вы постоянно, как сказать, будете читать какую-то книгу, да, то у вас замкнется вот эта связь, она будет настолько устойчивая, да, вот эта информация какая-то, какой-то стишок или какую-то песню вы постоянно слушаете и повторяете ее. Из-за того, что постоянно информация между вот этими двумя нейронами перекликается, образуется очень устойчивая связь. Между этими двумя нейронами толстенный будет, понимаете, аксон такой, 2 аксона, которые, это будет связь очень выраженная и явная, да, поэтому спортсмен, боксер, он всегда будет боксер, он всю жизнь там свою вот эту двоечку бил, и сколько бы лет ни прошло, он ее ударит всегда правильно, потому что там замкнулась вот эта связь навсегда, она суперустойчива, да. То же самое происходит с болью, если у вас постоянно болит что-то, постоянно проходит информация о том, что вот здесь болит, вот здесь болит, вот здесь болит, оно уже нет очага, уже не из-за чего болеть. Но эта информация, она останется здесь. Это будет очень устойчивый очаг, да. И чтобы его решить, нам нужны зачастую препараты, которые будут стимулировать нейрогенез, образование новых связей между нейронами. Это в первую очередь в медицине используются, да, антидепрессанты. Вот. В альтернативной медицине иногда используются какие-то жесткие... Энергию солнца. Какие-то психоделики, например, используются для того, чтобы разорвать старые связи и образовать новые, да, например, каких-то детских травмах и тому подобное. Вот. Ну, как бы никому я не рекомендую никакие психоделики. Понятно, что такие вещи лечатся антидепрессантами длительно. И вот опять тоже немножко я хочу добавить, может, поправишь меня. Вот по поводу головной боли, когда, допустим, нету причины, либо, неважно, болит спина, и причин нету, суть в чем? Такого понятия в физическом мире, как боль, его нету. То есть боль – это сигнал о том, что где-то проблема. Случается такое, что как бы сигнал есть о том, что что-то не так, а проблемы нету, либо она уже решилась. Вот и как раз-таки боль – это сигнализирование о том, что что-то типа не так. Да, о том, что что-то не так, обрати внимание на вот эту конечность, да, вот у тебя болит палец, обрати внимание, да, у тебя происходит ожог, обрати внимание, убери руку отсюда, да, там вот что происходит. Да. Просто, конечно, можно этот сигнал вывести там для человека в формате какой-нибудь красной кнопки, ну и красной лампочки, типа лампочка загорелась в этом месте, значит здесь что-то не так. Но ты тогда внимания не обратишь. Вот именно. Вот я сейчас к этому и клоню, что если ты такое видишь, лампочка горит, знаешь, такая, как она еще не сильно красная. Горит, в машине да, она еще не сильно красная, можно походить, да. Ну, типа, можно еще походить, она еще не сильно красная. А если сделать еще в формате индикатора какого-нибудь, оно только загорелось, пока потерплю. Да, вот потом, пока времени нету. А когда оно болит, вот сейчас, ты такой, сидеть аж больно, лучше пойду решать. Да, но сейчас болит, да, и лучше ты сейчас уже не будешь сидеть на этом месте, которое болит, и так далее, да. Самое главное, когда болит, к врачу обращайтесь. Вот. Лучше всего к Егору Валерьевичу, естественно.
запись. Так, ну вот мы сегодня разговаривали про фармакологические препараты, которые могут положительно сказываться на похудении. Есть, допустим, препараты, которые, как мы уже перечисляли, снижают чувство аппетита, снижают всасывание, может быть, где-то ускоряют процесс расщепления жиров, но без утилизации, потому что без утилизации тебе нужно самому их утилизировать. Вот. Да. И Егор сказал, что он может подготовить полную, обширную тему по вот этим препаратам. Естественно, это для ознакомления, а не для того, чтобы сейчас сразу все вот так купить и юзать. Вот. Но мы можем провести совместный эфир. Если вам интересно, я еще раз напишу об этом в группе, где мы расскажем про все возможные препараты, которые сейчас используются в медицине, либо которые раньше использовались, либо которые сейчас запрещены, либо препараты, которые не стоит использовать, и провести совместный эфир. По его стоимости мы еще обсудим с Егором, и я вам скажу, если будет интересно, мы наберем группу, цену поделим на всех, я в том числе, и тогда Егор нам проведет вот этот эфир. Вот, Да. также контакты, ссылки оставлю на Егора, если какие-то возникнут дополнительные вопросы, можно будет обратиться к нему. Ну и, в принципе, на этом все. Все, девочки, всем спасибо за эфир. Также ставьте лайки, подписывайтесь на меня в Инстаграме, можно в Инстаграме меня отметить, можно отметить Егора, тоже подписаться на его. Ну все, в принципе, Егор, спасибо, будем держать связь. Все, спасибо. Девчонки, мальчишки, все, кто худеет у Данила, задавайте вопросы. Мне это выгодно не только потому, что вы мне задаете вопросы, а я лишний раз еще об этом деле подумаю. У меня образуются устойчивые связи, и вот это я уже точно не забуду никогда. Поэтому задавайте вопросы лишний раз. Ничего страшного, будет время, отвечу. Всегда интересно поговорить. Все, давайте, хорошего тебе вечера. Пока, Данил. Давай, пока. Пока.